Приветствуем вас. Мы начинаем нашу сегодняшнюю международную конференцию «Ислам в Северной Европе. Татарский фактор из глубины веков до наших дней». Сегодняшняя конференция – это продолжение вектора, который Европейский мусульманский форум со своими партнерами развивает, связанный с историей и сегодняшним состоянием ислама в странах Северной Европы. Прежде всего, это Балтийский, Большой Балтийский регион. Сегодняшняя наша конференция, к сожалению, исходя из ковидных ограничений, мы ее проводим в режиме онлайн. Студия нашей конференции находится сегодня в Санкт-Петербурге. И это не случайно, потому что Санкт-Петербург – это город с крупнейшим мусульманским сообществом Северной Европы. Если брать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, это более 1 миллиона наших единоверцев. Это больше, чем в других городах Северной Европы. Вы знаете, что многосоттысячные мусульманские общины сегодня в Северной Европе также проживают в таких городах, как Берлин, Гамбург, Копенгаген и Стокгольм. Я хотел бы сообщить вам о том, что у нас сегодня участвуют в нашей конференции представители 17 стран Северной Европы. 17 стран Северной Европы. И конференция ведется на 2 языках. Синхрон – это английский и русский. Исполнительный комитет, скажите, у нас синхрон идет нормально? Все. Мне доложили, что синхрон у нас идет нормально. И таким образом позвольте начать нашу конференцию. Она будет у нас проходить в Zoom. Также у нас идет трансляция благодаря порталу на YouTube Питер Татар. То есть все желающие могут ознакомиться с нашей конференцией также на 2 языках на этом ресурсе Питер Татар. А в Zoom, это только участники конференции и актив Европейского мусульманского форума и наших партнеров. Сегодняшняя конференция стала очередным звеном, который в этом году мы, Европейский мусульманский форум, проводим в разных странах и городах Северной Европы, Балтийского региона. Начали мы в июне с больших мероприятий в Литве, приуроченных к году татар Литвы, в Вильнюсе, с участием председателя парламента Сейма Литвы, это европейского государства. Затем в самом древнем из сохранившихся татарских поселений этой страны Рейжай, где участвовали представители уже 12 европейских стран. И мы там даже провели расширенное правление Европейского мусульманского форума. Затем мы провели совещание в Риге и провели большой круглый стол онлайн, даже конференция это была, в Таллине, где часть участников вживую принимала участие в этой конференции, а часть была в режиме онлайн. И, что замечательно, по приглашению муфтии Эстонии в нашей этой конференции участвовал даже глава эстонской лютеранской церкви. И вот следующий этап – это сегодняшняя наша конференция со студией в Санкт-Петербурге. И мы надеемся, что в следующем году а это год юбилейный, 1000-столетия принятия ислама в России, в современной России, мы будем уже проводить вживую в Казани с участием руководства Республики Татарстан. В сегодняшнем нашем мероприятии нам помогают наши партнеры, и я хотел бы вам представить их. Это организации, которые много внимания уделяют межконфессиональному диалогу, межрелигиозному диалогу. И я хотел бы представить руководителя организации движения «Вечно живые», которое много делает для именно поднятия
исторических и развития исторических скреп, исторические, то, что связывает нас, христиан-мусульман, представителей других конфессий на территории и Российской Федерации. Значит, это господин Туркин. Он выступит сегодня, естественно, и вы поймете, что действительно ту большую работу, которая проводится, и самое главное, что она направлена на объединение, значит, людей разных конфессий и на укрепление того общего поля деятельности для современной европейской нашей икумены, которая объединяет представителей и разных конфессий, и разных национальных групп. И это не только Российская Федерация, это более даже в широком виде и бывший Советский Союз, и современная большая Европа. Также я хотел бы представить межрелигиозный межхристианский диалог, который с нами также является сегодня соорганизатором. Это господин Пахомов, он здесь, он также выступит у нас. Причем так интересно, не сговариваясь, они оба сошлись на личности, выдающейся личности Александра Невского, и нам будет интересно такой взгляд двух разных людей на эту выдающуюся великую историческую личность. Вы помните, россияне проголосовали как за личность тысячелетия Александра Невского. И этот человек именно фактически открыл Северную Европу для ислама, для мусульман, в частности для татар. Об этом мы сегодня переговорим. И сегодняшний нашу конференцию буду вести я, и мне будут помогать наши коллеги. У нас запланировано 3 панели. Первая панель, значит, она будет модератором этой панели мой коллега, представитель руководства нашего правления, муфти Литвы шейх Ромас Якубаускас. Он будет вести ее на английском, еще раз повторяю, на синхрон, на русский и на английский. Далее вторую панель будет вести наш коллега, кандидат в адвайзере Европейского мусульманского форума, значит, Рамиль Беляев, имам Хельсинки, он будет вести ее на русском языке. И третья панель, ее будет вести также наш коллега, член правления Европейского мусульманского форума, известный общественный религиозный деятель из Дании, глава исламского центра Дании, мой тезка Абдул-Вахид Педерсон. И подведет итоги наш Аксакал, член правления Европейского мусульманского форума, основателя Исламского совета Великобритании, сэр Игбал Сакрани. И, коллеги, начиная нашу конференцию, я хотел бы отметить то, что она, во-первых, проходит в дни, таких 3 юбилеев. Про Александра Невского мы говорили, сегодня наши коллеги господин Туркин и господин Пахомов более, так сказать, полно о нем скажут. Россия справляет этот год как юбилейный Александра Невского. Литва, братская наша Литва, справляет год татар, а это и приурочено к дате 700-летия появления татар-мусульман на землях Великого княжества Литовского. Это, кстати, современная не только Литва, но это часть территории современной России, Литвы, Латвии, Польши и Белоруссии, и даже Украины. И следующий год, это у нас юбилейный год на территории России всего бывшего Советского Союза, год принятия 1100-летия ислама в Волжской Булгарии, то есть современной России. Это год будет, это торжества будут праздноваться на государственном уровне, и мы надеемся, что будет продолжение нашей конференции, уже, так сказать, с участием руководства Татарстана и представителей руководства Российской Федерации. И мы уже, надеюсь, эти все антиковидные ограничения, они будут свернуты, мы надеемся, и мы сможем уже вживую участвовать в следующем году. Кроме того, коллеги, естественно, мы, говоря об истории, будем говорить всего о сегодняшнем дне. И вы знаете, наверное, что я попросил бы наш исполком всем участникам разослать еще раз текст нашего заявления.
В Белграде, находясь на поминальных мероприятиях по поводу кончины преждевременной члена нашего правления, лидера мусульман Сербии, вице-спикера сербского парламента муфтия Муамера Зукорлича, которого вчера проводила вся Сербия, включая президента Александра Вучича. Было большое мероприятие в здании Скупщины парламента Сербии. И вы видели, что на джаназа в Новый Пазар собралось, по данным различным, не менее 150 тысяч человек читали джаназа за упокой нашего брата Муамера Зукорлича. И вот, находясь в Белграде, мы приняли заявление по поводу мигрантского кризиса. К сожалению, он также разворачивается на территории Северной Европы, на границе 3 братских государств – Беларуси, Литвы и Польши. Мы приняли заявление, сегодня мы об этом будем говорить. Конечно, недопустимо использовать мигрантов, спекулировать мигрантской проблематикой. И, конечно же, но при этом, безусловно, европейские страны, западные страны должны понимать ту меру ответственности, которую они несут, прежде всего страны НАТО, за те разрушения, которые и фактически и вынуждают людей там, из той же Ливии, Сирии, Ирака покидать свои дома, искать лучшую долю в странах Евросоюза и США. Значит, об этом тоже мы поговорим. Кстати, первый погибший вот в этом мигрантском кризисе, к сожалению, сирийский молодой, значит, беженец, он захоронен как раз на старинном кладбище татарско-мусульманском, старинном селении татарско-мусульманском на территории современной Польши, Бахуниках. Это символично, и это тем более придает актуальность тому, что мы сегодня все с вами будем обсуждать и о чем мы сегодня будем говорить. Еще раз, значит, все желающие могут присоединиться к нам через YouTube-канал Питер Татар. И мы тогда начинаем, как и принято у нас, с чтения священного Корана. И будет также показано видео о Европейском мусульманском форуме, после которого мы передаем слово ведущему первой панели, нашему брату и коллеге, шейху Ромусу Якубаускасу из Вильнюса. Бисмилля. Чтение Корана. The history of people, the future of Europe, new census, current challenges, Muslims in the European community. Establishment of the European Muslim Forum, EMF. On October 8, 2018, the leaders of the Muslim communities from 12 European countries met in Barcelona to establish a new large-scale project, the European Muslim Forum, EMF. Later in Rome, the declaration of the European Muslim Forum was adopted. The forum became an important institution and a pan-European platform to form a positive vector of development of the Muslim community on the European continent. In February 2019, representatives of 25 countries of Greater Europe took part in the 4th meeting of the board of the European Muslim Forum in Denmark. The Copenhagen Manifesto was adopted at the meeting. History. The importance of creating the EMF is confirmed by historical trends. For centuries, Islam and Muslims have been an integral part of European history. Today, about 170 million Muslims live in the vast expanses from the Atlantic to the Urals. Most of them are indigenous people of the continent, as well as migrants of different generations who want to see Europe as their new home. Statistics. Demographic realities and migration flows have transformed the ethnographic group of Europe. Today, France is home to 6 million Muslims. About 5 million Muslims live in Germany, 4 million in the UK, 1.5 million in Spain, and 1 million in Italy. According to forecasts, the number of Muslims in Europe will increase threefold in the next 30 years and can make up 1/5 part of the total population of the continent. Concept and objectives.
The aim of the ENF is to contribute to the achievement of objectives of the European community. Without Muslims today, it is impossible to imagine the development of interreligious dialogue and cooperation of religions. The ENF can become a platform to unite the efforts of all Abrahamic denominations in order to confront the challenges of the modern world. Muslims should actively oppose the ideas of extremism, xenophobia, including Islamophobia, which is an urgent problem of modern Europe. With our active participation, Europe can become a true multicultural society. The Muslim community could play a significant role in the development of the European economy. Based on the ideals of our religion, we should make a worthy contribution to the preservation of the environment. Muslims could also contribute to the promotion of healthy lifestyles. We are confident that the Muslims of Europe should actively implement themselves in politics and public spheres, as well as in social projects. Important tasks. The ENF plans to develop new models for integration of Muslim migrants into the European community. Muslims can provide indispensable assistance in adaptation of refugees from Asia and Africa. The European Muslim Forum plans to cooperate with government agencies and business circles of European countries. The Muslim community in Europe could play an important role in attracting investments from rich Muslim countries and establishing new sales markets. The ENF aims to support the construction of mosques and Islamic cultural centers, as well as hold festivals and days of culture of Muslim countries. The forum aims to promote educational projects for the Muslim youth, develop Islamic media space, and create platforms for public discussions. The annual convention of European Muslims is planned to be held under the auspices of this forum. Upcoming development prospects. The European Muslim Forum is intended to become a bridge between the Muslim world and international European structures. In the near future, the ENF plans to open representative offices in 5 major political and economic centers of Europe, including Brussels, London, Barcelona, Moscow, Istanbul. Prospection. Today, we invite representatives of the Muslim communities of the countries of Greater Europe to cooperate at the European Muslim Forum, including spiritual leaders, politicians, journalists, businessmen, organizers of social projects, and many others, so that together we can consolidate a new constructive image of a European Muslim, the one who sincerely works for the future of Europe, for our future. And many others, so that together we can consolidate a new constructive image of a Мы сейчас увидели видео, предоставлено нам было о Европейском мусульманском форуме, и сейчас будет чтение Корана. Это читает кандидат в Совет Европейского мусульманского форума шейх Фатих Сафираджич из Парижа. Пожалуйста, шейх Фатих. Коллеги, какие-то технические препятствия. Я думаю, тогда шейх Фатих у нас почитает Коран в завершении нашей конференции. А сейчас
мы предоставим слово нашему петербургскому брату, Ахунду Петербурга, нашему Бугару Хазрату. Пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. И подключился с нами наш брат шейх Фатих Сефараджич из Парижа. Большое спасибо нашему брату шейху Бугару из Санкт-Петербурга. Тогда вот с двойного прочтения Корана, с двойного благословения бараката начнем наш сегодняшний онлайн эвент. Подключите, пожалуйста, шейха Сефараджича. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, now we will go on with our today's conference, and I will start our first panel today, which has title Rich and Long History of Islam in Northern Europe. Of course, unfortunately, wherever we go, wherever I go and travel around Europe and other countries, there is always lack of information. Unfortunately, there's most of our Muslim brothers and sisters, they don't know about the rich history of Islam in Northern Europe.
mostly people think that this part is either Christian or nowadays, because it's these countries passed through the long period of communism, so they think that many people are agnostic or atheists. So that is not right information. And today we will have several interesting panelists who will tell us about more about the history of Islam in Northern Europe and or the basin of the Baltic Sea, which is rich and full. Islam has a history for centuries, for more than 7 centuries, and going on with continuing with our program. Unfortunately, there's slight changes in our program. So we had the first panelist, we had in line Dr. Damir Ishakov, the prominent historian from Kazan, from Russia. But instead, we didn't know about the participation of like we had 50-50 information about participation of our other panelists. So we would like to start from the historian side about our topic, and I would like to invite my great colleague, my dear friend and brother in Islam, Professor Adas Jakubauskas. He's a prominent personality here in Lithuania. He's the leader of Lithuanian Tatars Communities Union for many years already. He's also very active in academic life and as well in Lithuanian politics. He was the initiative of the official year of Lithuanian Tatars in Lithuania, year of Lithuanian Tatars history and culture that we are witnessing this year. And now I would like to ask him to tell us a little bit more about Lithuanian Tatars history in this region. As well, I would like to ask every panelist to keep it, quite short, like 5-7 minutes, not more. But I hope that in those 5 or 7 minutes, every panelist can give us quite interesting and important information. So, further ado, I ask my dear colleague Adas Jakubauskas to present his speech. And yes, I want to remind you as well, very important, that down on the screen you have a button for, it's called interpretation. You can choose English or Russian, or switch it off. So every panelist can give his speech in English or Russian. So please, Professor Adas Jakubauskas. Добрый день. Поскольку я знаю, что конференция проводится на 2 языках, на английском и русском, разрешите, если свое короткое слово скажу на русском языке. Я хочу приветствовать всех собравшихся. Действительно, очень большое дело вы делаете. И я очень интересуюсь тем, как развивается деятельность мусульман в Европе. Поэтому поздравляю вас и хочу несколько слов рассказать о литовских татарах. Я только что вернулся из Баку, где 10 дней назад как раз посольство Литовской Республики организовало научно-практическую конференцию международную о литовских татарах, которые внесли важный вклад в становление
независимого Азербайджана в 1918-1920 году. Но сегодня тема моих рассуждений несколько другая. Я начну с самого начала. На развертывание темы надо где-то 1,5-2-3 часа, но за 5-7 минут постараюсь что-то сообщить вам. Так что почему избрана дата 1320 или 21 года, и была просьба литовского парламента огласить годом истории и культуры литовских татар. Польский историк Маций Стройковский в своей хронике говорит, что первые татары на территории Великого княжества Литовского появились в 1319-1320 году. Это уже 700 лет с тех пор, как произошли первые союзы татар с великими князьями литовскими. В Золотой Орде тогда правил хан Узбек. Правда, мы не знаем, остались ли эти татары дальше в Великом княжестве Литовском, или они вернулись в пределы Орды. Об этом история умалчивает. Мне приходилось считать, что, может быть, скорее всего, те воины, которые остались, они могли ассимилироваться и пополнить как бы местные балтские или славянское население. Потомками татар, которых мы являемся, в принципе, история очень интересная. Примерно после сражения на Тереке в 1395 году, вы знаете, что 15 апреля 1395 года случилось решающее сражение между Тохтамышем, ханом Золотой Орды, и Тамерланом Тимуром Ленком, и Тохтамыш проиграл. И поэтому очень скоро Тохтамыш хан со своими беями, мурзами, царевичами, царедворцами, прислугой и своими приверженцами пришел в Литву. Сначала он пришел в Киев, потом в Трокай, и ему был предназначен для жизни Лидский замок в городе Лида и окрестности города Лида. К сожалению, хан Тохтамыш при невыясненных отношениях погиб в Тюмени в 1405 году, но его политику продолжил его старший сын Джалаладдин, царевич Джалаладдин, который принял сражение в самом знаменитом в Европе Грюнвальдском сражении. Кстати, очень интересно спекулируется, сколько же татар могло участвовать в данном сражении. И крестоносцы приводят цифру 30 тысяч. Польский историк Ян Длуга, чтобы умолить как бы вклад татар в победу, говорит, что татар было 300. И я, читая исторические документы, нашел обозначение, что царевич Джалаладдин пришел с 2 ордами. И надо было бы думать, взять как бы в расчет, что это должно было быть несколько тысяч всадников, потому что сражение под Грюнвальдом это было исключительно сражение всадников. Интересный очень факт в нашей истории, что в Трокайском замке, по всей видимости, родился основатель Крымского ханства Хаджи Гирей-хан в 1397 году. И крымские татары в городе Трокай хотят поставить памятник этому правителю. Я думаю, что в скором времени такая инициатива увенчается успехом. А пока в городе Трокай открыт татарский сквер. Кстати, о мигрантах, татарах, которые прибыли в Великое Литовское княжество, я хочу сказать, что первые татары прибыли с ханом Тохтамышем из пределов Большой Золотой Орды. Мы можем найти племена, родственные казахам, племена, родственные киргизам, и я вам могу назвать несколько
племенных сообществ из числа наших предков. Пришли племена Юшинов, Найманов, Барынов, Уланов, Кондратов или Конгратов и Джалаиров. Как я уже упомянул, некоторые из них ныне живут на территории современного Казахстана или Киргизстана. Самое интересное, что татары утратили уже как бы связь с давней историей, и когда вот им говоришь эти названия племен им ничего не говорят, к сожалению. Очень интересно, что литовские татары выполняли в Великом княжестве Литовском дипломатическую службу и служили при дворе великого князя или короля толмачами. И тут самый известный как бы толмач из арабского и тюркского языков Сулейман Рубай, о котором упоминается даже в литовской метрике. Татарам были пожалованы права бояр, с одним только исключением: они не могли избираться в сеймы Великого княжества Литовского. Кстати, говоря о старейших мечетях наших, данные сохранились, скажем, о мечети в деревне 40 татар, которое первичное название было Кырк, потом было Кырк-татар, и с 15 века славянизировано название 40 татар, и когда Вильнюсский край был возвращен Литве, это название было переведено на литовский язык. Кстати, в 1550 году Михайло Литвин издал очень такую значимую книгу о обычаях татар, литвинов и московитов, где как раз говорится, что мечеть деревни 40 татар является одной из самых древних мечетей. Я повторюсь, труд был издан в 1550 году, и это говорит о как бы почетном возрасте этой деревни. По всей видимости, деревня 40 татар является одной из самых старейших деревень в Великом княжестве Литовском. Это, скорее всего, был раньше воинский лагерь, который потом сформировался в отдельную околицу, татарскую околицу. Кстати, очень интересный факт, уважаемые господа. Литовские татары утеряли родной язык, тюркский язык, еще в 17 веке. И казалось бы, что, утеряв родной язык, наша община должна была раствориться. Но так не случилось, поскольку нас сохранил ислам, наша религия ислам. И очень интересный пример письменности возник в Великом княжестве Литовском. Татарские книги писаны на старославянском, на старорусинском и польском языках арабскими письменами. В Европейском Союзе такой феномен мы можем наблюдать только в Литве и Польше, а вообще в мире является еще другой феномен, когда на славянском языке славянские языки записывались арабскими буквами, это боснацкий язык. И интересен тоже факт, не менее важен, что родоначальником уланской кавалерии был знаменитый полковник Александр Улан, литовско-польский татарин, живший в 18 веке. И, в принципе, татарские формирования, воинские формирования были первой литовской граничной стражей. И этих полков было 6, и первые, которые должны были встретить врага, как раз были татары. Наши предки участвовали в восстаниях Тадеуша Костюшки в 1794 году, также участвовали в восстаниях против царизма 1831 года, особенно 1863 года. И тут известен татарский генерал Ян Халецкий,
который был разжалован из генералов рядовые, который на Волыни пробовал создать конный полк, и после неудачи восстания он уехал в Париж и даже участвовал в сражениях Парижской коммуны в 1871 году и похоронен в Париже. Весьма интересные личности. Из числа литовских татар с конца XVIII века и до переворота в царской России произошло где-то до 50 генералов в разных армиях. Я должен сказать, что в современных Литве, Польше и Белоруссии проживает где-то 10-11 тысяч татар. Это число очень сильно не менялось, и в принципе это число генералитета или высшего офицерства действительно поражает. До войны Вильнюс или Вильна был центр литовских татар, где действовал татарский просветительный центр, которым руководил Ольгерт Кричинский. И также в конце 1925 года был создан муфтият, муфтием которого был избран доктор философии Берлинского университета доктор Якуб Шинкевич. Вы знаете, в конце Второй мировой войны, об этом упоминает польский историк Ян Тышкевич, и мусульманский муфтий Якуб Шинкевич помог избежать смерти 200 виленских интеллигентов. Он помог им уйти на запад и избежать надвигающейся репрессий, надвигающейся Красной армии. Кстати, Вторая мировая война принесла для нас большую трагедию, потому что один из основоположников татарского движения, Леон Кричинский, погиб от рук гестапо в 1939 году, а вместе с 12 тысячами польских интеллигентов в Пяснице, а его старший брат Ольгер Кричинский от рук НКВД был расстрелян, арестован сначала в городе Вильнюсе, там держался и расстрелян 2 июля 1942 года. Так что видим, что оба режима, и коричневый, и красный, они ставятся на одну доску. В межвоенной Литве в 1930 году литовское правительство нам помогло построить мечеть в Каунасе, которая в советское время была закрыта, которая сейчас действует, но, к сожалению, она сейчас не принадлежит литовским мусульманам до конца, но это отдельная тема. И в советские времена, в принципе, религия находилась, если не под запретом, то она не было толерантности к ней. И из 4 оставшихся мечетей действовала единая мечеть в деревне Райжай, где уважаемый Абдул-Вахид упомянул это поселение. Я должен сказать, что во времена Великого княжества Литовского, когда был расцвет Великого княжества Литовского и включало территорию всей Литвы, части Польши, части Белоруссии и части Украины, на территории Великого княжества Литовского было около 60 мечетей и молельных домов. Об этом говорят исторические источники. И в принципе, это очень большая цифра. Мечети по своему преимуществу были деревянные, и только первая мечеть возникла в начале 20 века в Минске, и потом, как я уже упомянул, в 1930 году вторая каменная мечеть появилась во временной столице тогдашней Литвы, городе Каунасе. Вы знаете, не хочу превышать свое время, я только хочу сказать, что современная татарская община развивается, в ней... регламенты, окей? Я скажу последнее предложение. В нашей общине на данный момент есть около 14 докторов наук, 2 профессора, и наша молодежь стремится к образованию. Это значит, что община не уйдет с
с поля, как бы культурного поля, и останется в Литве, Польше еще на долгие, я надеюсь, времена. Спасибо. Thank you very much for our dear Professor Adas Jakubauskas. I hope that the information that he gave intrigued you because he gathered. He's a professional in this field, and he gathered so much very interesting information that was unavailable for many years, and now that he's working on that and other historians working on that, it will be very interesting and helpful to expand this knowledge about Islam and the people who carried Islam for so many centuries in this area. Let's move on with our. So I thank Professor Adas Jakubauskas once again for his introduction, a historical side of this region, for Islam in this region, and we have to move on with our program. So right now I would like to introduce Chairman of the Board of the Patriotic Non-Governmental Organization Вечные Живые, based in St. Petersburg, Russian Federation, and his name is Fedor Turkin. Please, this is time for your speech. Здравствуйте, дорогие друзья. Тема доклада Александр Невский от Военного союза русских и татар к зарождению Союза православия и ислама. Да, мы сейчас живем во время, в год празднования 800-летия такой значительной фигуры, как Александр Невский. И на следующий год мы отмечаем 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. И религия прошла с честью весь этот период. И, конечно, хотелось бы сказать несколько слов о соприкосновении великого русского героя Александра Невского и о православии и исламе. Да, период был жестокий, и Александр Невский жил во время, когда с запада Русь подпирали немецкие и шведские рыцари. На востоке пришла мощная сила. Пришел Чингисхан и покорил народы, которые соприкасались с Русью, в том числе и Булгарию. Все было жестко, достаточно. И стал выбор, как жить дальше, как уберечь русский народ. Обе силы были мощны и с запада, и с востока. Русь была ослаблена междоусобными войнами. Александр принял решение непростое, очень непростое для него лично, но с точки зрения дальнейшего хода истории правительское решение пойти на союз с Золотой Ордой. Так называлось государство, которое было образовано чингизитами на территории, которую они покорили на европейской части и части Азии. Да, все было непросто, потому что погиб отец Александра Невского, он был отравлен в Орде, это точно известно, но точно также известно, что, точнее не точно, но велика вероятность, что спровоцировано это было как раз
западной партией. Они, так сказать, подставили Александра, не Александра, а отца Александра, очень грамотно, умело, и его убрали. Но в чем суть-то? Суть в том, что этот союз оказался правительским и для того, чтобы сохранить русский народ, и для того, чтобы впоследствии построить тесные отношения с народами, которые прилегали к Руси в ближайшие столетия. Были заложены кирпичики в основание будущего общего дома России. Я не буду углубляться в исторические факты, в сражения, в какие-то детали дипломатических отношений. Скажу самое главное, то, что как результат соприкосновения Александра Невского и Золотой Орды укрепилось православие. Это то, что даст возможность в будущем объединиться разрозненным русским княжеством. Но как такое могло случиться? Как такое могло случиться в государстве? Ну, на тот момент оно в основном было мусульманское, но сами чингизиты исповедовали другую религию. Как такое могло случиться? Я думаю, что в этом большая доля заслуги народа, который нес в себе дух ислама. Ведь в Золотой Орде монголов было всего да ничего, 4000 воинов, плюс их семьи, ну вот на круг 100 000. А остальные миллионы-то кто? Конечно, какая-то часть народов пришла вместе с монголами, но в основном-то это были местные жители. Местные жители. И как раз это были в основном те народы, которых сейчас называют татарами. И надо сказать, что соприкосновение с этим народом, оно было такое правительское, заключенный союз военный с Золотой Ордой, он дал возможность передышки. Рыцари Запада очень осторожно, да, они делали набеги, но все это было, ну, по большому счету, не очень серьезно. Опасались вот этого союза с Золотой Ордой. Что касается участия русских в этом союзе, то русские тоже не были, скажем так, пассивными участниками. Первыми шаг навстречу в этом военном союзе как раз сделали русские, участвуя в одном из очень сильных, мощных походов чингизидов и успешно выступив в нем. Но это что касается военной составляющей. Духовная составляющая. В 1261 году в Сарае было открыто подворье православной епархии. Это такой вот прямо значительный вклад. И подворье было открыто уже во времена хана Берке. Он стал сам мусульманином, и, казалось бы, ну вот Батый, он исповедовал другую религию, но ему как бы, может быть, было все равно.
Но нет. И Батыю было не все равно. Он понимал, что надо быть толерантным к вере народов, которые живут в государстве или которые находятся под влиянием твоего государства. Но, может быть, Берке пошел и дальше. Он пошел дальше, потому что это было уже на другом уровне осознания. Ведь чингизиты не могли жить просто сами по себе в такой гигантской державе и быть вне народа. Их ничего не связывало с народом. Они исповедовали другую религию, они были воины, да, у них был мощный свод законов, но это были... Они как бы были сами по себе. А Берке сделал шаг, который, ну, был, в общем-то, для него и для его, так сказать, последователей, потомков, он был крайне верным. То есть он принял ислам и стал одним из. То есть он слился с народом, с коренным народом, который проживал на огромной территории. И таким образом вот появились первые зачатки такого положительного влияния друг на друга ислама и православия, православия и ислама. И... Дорогой Федор, время. Спасибо. И надо сказать, что я так историю сжимаю, что в будущем, конечно, еще было очень много непростых времен, жестких, менее жестких, мирных, но были тяжелейшие испытания, когда в последующие столетия, когда плечом к плечу вставали люди разных национальностей, разных вероисповеданий, но в первую очередь православные и мусульмане, и защищали уже свою будущую родину, которая стала называться Россией, и от великих невзгод. И это раскрывается и по сей день, и чем дальше, тем больше. На сегодняшний день мир, в общем-то, он захлынут такой волной, ну, я не знаю, это какая-то бесовщина, когда какие-то мощные совершенно силы продвигают теорию, которая сведет человечество к вырождению. К сожалению, это даже поддерживается на высоком уровне и в каких-то религиях, но только не в православии и в исламе. Как раз здесь православие и ислам оплот здорового человечества. И я так думаю, что только союз людей, которые искренне верят и которые являются носителями этих традиций православия и ислама, могут спасти человечество. Это мое убеждение. И я думаю, что будущее нашей России очень во многом зависит от того, как мы будем защищать нашу Родину на всех уровнях: политическом, дипломатическом, военном, на уровне здоровья нации, на уровне сохранения народа. Это зависит во многом и от каждого из нас, кто вот сейчас здесь сидит. Я благодарен всем, кто здесь присутствует. Спасибо. И благодарен всем, кто участвует в конференции. Спасибо. Спасибо, благодарю вас, дорогой Федор. Thanks once again for Mr. Fedor Turkin for his insightful words, and yes, he told us about historical facts
you know, the cooperation and work and between the representatives of Islam and Christianity or Orthodox Christianity in Russia throughout the history, and the tolerance, and of course there were some difficult times as well, but still we have to, because we all long for the peace. So the representatives of both religions should always strive to achieve peace and a prosperity for everyone in everywhere, actually. Okay, let's continue with our today's program and the first panel. So right now I would like to invite former president of Dagestan, representative of the Russian Federation to OIC organization in Jeddah, Saudi Arabia, our dear friend, Mr. Ramazan Abdullatipov. Дорогой Рамазан Абдуллатипов, ваше слово. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, дорогие братья. Я хочу поздравить Абдулвахида Ниязова за то, что ему удалось собрать вот такую общину, удалось собрать интеллектуалов, людей интересных, людей, которые думают не только об исламе, не только о татарах, но и думают о России, думают о европейском сообществе, думают о будущем человечества. Потому что в Священном Коране написано, что каждый человек является наместником Аллаха на земле. И, соответственно, благополучие в мире, вообще в исламской умме будет, когда мы будем соответствовать этой миссии, которая определена в Священном Коране. Я с большим интересом послушал выступление Федора Туркина и считаю, что это очень важное выступление. Как раз таки надо больше исследовать историю взаимодействия ислама и других конфессий, ислама и православия прежде всего. Понимаете, мне кажется, что в России мало кто знает о этих глубоких корнях, которые связывают ислам и православие. И в частности, здесь мусульмане могли бы еще больше обратить внимание на 800-летие Александра Невского, что вы очень правильно это делаете. Я это подчеркиваю как человек, который награжден орденом Александра Невского, решением президента. И для меня это имя является имя близкой, это имя настоящего русского патриота, но человек, который поднялся над своим этническим, конфессиональным, поднялся до этнического, конфессионального мира других людей, которые вместе с ним живут в одном отечестве. Мне представляется, что это очень важно и очень нужно. И второе, наши татарские братья очень много говорят о татарах Европе, чтобы как-то не оставаться в долгу перед ними. Я хочу сказать об аварах Европы. 421 год в Венгрию, Будапешт нынешний прибывает авары и организуют в центре Европы аварский каганат, который просуществовал с 421 года где-то до начала 8 века, до Карла Великого.
Но татарам помогло сохраниться, потому что они успели приобщиться к исламу. Аварии не успели приобщиться к исламу. Еще до Европы ислам не доходил. Но вместе с тем надо сказать, что это было крупнейшее государство, которому платили дань многие ведущие государства мира. Значит, и это были очень жестокие завоеватели, как говорят европейцы. Но вместе с тем такая история была. Вы знаете, когда мы занимаемся исламом, как правило, мусульмане постоянно защищаются. Мусульмане постоянно оправдываются, что они неплохие, что они не агрессивные, что они тоже интеллектуальные и так далее. Вот в связи с этим я подготовил специальный материал, значит, о преобразующей силы ислама, то есть ислам и обновление современного мира, особенно духовное, нравственное обновление. Понимаете, вы же видите, вот даже в начале нашего стола круглого, нашего онлайн-конференции нашей, было видно вмешательство разных шайтанов. Понимаете? Вот это невежество охватывает весь мир. Более того, как ни странно, правительства ведущих стран занимаются распространением этого невежества. Мы свидетели даже сегодня, в начале 21 века, когда мы вынуждены объяснять, что ислам не является агрессивной религией, ислам осуждает убийство человека. Более того, в Священном Коране написано, это удивительно, я для себя недавно открыл, написано, что убийство одного человека приравнивается в Коране убийству человечества. Понимаете? Вот в чем сила, духовная сила того учения, значит, Корана, вокруг которого мы объединяемся мусульмане. Значит, мусульмане объединяются и в такую организацию, как Организация исламского сотрудничества. Это 57 государств-членов. Это вторая после ООН организация по численности стран, которые входят. Значит, Российская Федерация является государством-наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. В 2003 году на исламском саммите в Малайзии выступил президент России Владимир Владимирович Путин. Его выступление было воспринято очень позитивно, значит, главами государств, которые участвовали в исламском саммите. И выступление президента очень позитивно было воспринято мусульманской уммой России. И, соответственно, в 2005 году мы стали наблюдателями Организации исламского сотрудничества. В прошлом году мы отметили 15-летие нашего нахождения в составе этой международной организации. Даже несмотря на то, что мы являемся наблюдателями, я должен сказать, Россия – это одна из авторитетных стран в Организации исламского сотрудничества. Мы проводим ежегодные консультации между Министерством иностранных дел и Генеральным секретариатом Организации исламского сотрудничества по всему перечню
сложнейших вопросов в исламском мире и мировой политике. И должен вам сказать, что по основным вопросам мы достигли полного взаимопонимания. Поэтому наша роль огромна в организации исламского сотрудничества. И хочу вам сказать, так как мы сегодня обсуждаем место, роль, положение мусульман в Северной Европе, должен сказать, что при Генеральном секретариате Организации исламского сотрудничества создана обсерватория, которая ежегодно прослеживает положение мусульманских меньшинств в немусульманских государствах мира. В прошлом году Ниамее на очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества генеральный секретарь организации доктор Саймин накладывал 13-й доклад по результатам этой обсерватории. Должен вам сказать, что в этих материалах фактически не подчеркнута какая-то негативная роль России. Более того, значит, в Организации исламского сотрудничества обращается внимание на позитивный опыт России по мусульманско-православному диалогу. И мы хотим, как только пандемия закончится, мы согласовали уже с генеральным секретариатом, значит, провести международный форум по православно-исламскому диалогу. Я думаю, что европейские мусульмане тоже будут заинтересованы активно участвовать в этом форуме. Более того, мы хотим обратить внимание на образование, воспитание, на пропаганду, информацию в преодолении исламофобии, которые господствуют во многих странах. Вот материалы обсерватории очень подробно показывают тревожное состояние во многих развитых странах в отношении исламофобии. Что такое исламофобия? Это ненависть, это распространение стереотипов, предрассудков про ислам и про мусульман. Одновременно это возбуждает и христианофобию. Это возбуждает разных фанатиков, откуда идет и терроризм. Поэтому я думаю, что я убежден, нормальные люди всех конфессий в Европе прежде всего заинтересованы в преодолении, в противоборстве исламофобии. Да. Тем более в Европе в свое время ислам, как вы знаете, был очень на высоком уровне. Вот я даже посмотрел, халиф Кордовы в своей библиотеке имел больше книг, чем во всех библиотеках Европы. То есть это очень высокий уровень и роль ислама в Европе в свое время. Я думаю, что вот такие встречи, которые сегодня проводятся под руководством Абдул-Вахида Ниязова, это очень важные, очень нужные встречи, и прежде всего для исламской уммы, потому что мы хотим раскрепостить наших мусульман, мы хотим, чтобы они получили полные права во всех странах, и чтобы они вносили свой вклад в этой стране, как граждане этой страны, как это делают граждане России, мусульмане в Российской Федерации. Спасибо. Всех вам благ. Спасибо, дорогой брат Рамазан.
за прекрасные слова. Я надеюсь, что вас услышали. Dear brothers and sisters, we thank once again for former president of Dagestan and representative of the Russian Federation to OIC organization, our brother Ramazan Abdullatifov, for his insights and his wise words. But we have to follow our program. And right now I would like to introduce a next panelist. He's the director at the International Foundation Christian Solidarity, co-chairman of the International Association Christianity and Islam that is based in Moscow in Russia. And he's our panelist is Dmitry Pakhomov. Дмитрий Пахомов, пожалуйста, ваше Спасибо слово. за внимание, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность выступить. Буду стараться уложиться в регламент. Прежде всего, хотелось бы поддержать ведущего выступающего, господина Абдуллатипова, и сказать о том, что Россия – это не только страна наблюдателей. Я считаю, что Россия должна быть не просто наблюдателем, а полноценным членом этой ассоциации исламской, международной. Потому что Россия – это страна, в которой мусульман, наверное, больше, чем в некоторых европейских странах вместе взятых людей проживает одновременно. И Россия – это одна из крупнейших исламских стран мира. Более того, Россия по своему этногенезу тоже неоднородна, да, и Россия двусоставна фактически. И Александр, здесь татары – второй государствообразующий язык. Есть огромное количество народов в Дагестане. Да? Есть огромное количество народов, традиционно исповедующих ислам. Есть русские мусульмане, которые принимают ислам. И есть православные. И Россия – это двуглавый орел. Россия – это христианство и ислам. Россия – это русские и тюрки. Россия – это русские и представители кавказских народов. Россия – это действительно страна, которая по праву может быть полноценным членом этой организации, а не просто наблюдателем. Я надеюсь, что это рано или поздно произойдет. И вот у нас есть с вами общий знакомый, это Воробьев Сергей Александрович, которого вы, наверное, знаете. И вот мы с ним тоже работаем, в частности, по этим направлениям, сейчас профессор Высшей школы экономики. Вот, я хотел бы сказать и о Александре Невском, продолжить вашу речь, вот, развить ее, так сказать. Александр Невский – это краеугольный камень нашей государственности. Так было, так и есть. Сейчас он стал персоной тысячелетия. Петр I, основывая Санкт-Петербург, новую столицу Российской империи, перевел сюда мощи Александра Невского, была построена Александро-Невская лавра. То есть Александр Невский всегда на протяжении истории России был ее краеугольным камнем. И Александр Невский был тоже двусоставен, так сказать, по своему этногенезу. Он был тюрком, был славянином, был русским. И это архиважно. И мы видим, что Александр Невский избрал цивилизационный путь развития, евразийский путь развития. Он избрал диалог с Востоком, он избрал диалог с исламским миром, он избрал диалог с тюркским миром. И впоследствии это мы видим, как, во что вылилось. Мы видим, что Россия в наше с вами время, да, сейчас официально, у нас нет государственной идеологии, но Россия на самом деле имеет государственную идеологию. Эта идеология состоит в том, что мы единый, многонациональный и многоконфессиональный народ. И прежде всего христиане и мусульмане. И прежде всего русские и татары, как два государства образующих суперэтноса, если хотите. Да? Христиане, славяне и тюрки, если говорить шире. Недавно в Стамбуле прошла конференция государств тюркского мира. Тюркская конференция государств, тюркскоязычных государств. И сейчас происходят интеграционные процессы в тюркском мире. Но из этих процессов Россия не должна быть исключена. Россия также является полноценным членом тюркского мира. И Россия тоже вместе с Турцией должна участвовать
в этих интеграционных процессах. Я в этом абсолютно убежден. И представители России тоже должны принимать участие во всех подобного рода международных саммитах. Центральноазиатский регион, где Россия активно представлена. И Центральноазиатский регион тоже в России активно представлен, как мы знаем, да? Благодаря иммиграции. Многие иммигранты получают российское гражданство. И Россия – это действительно, если хотите, образчик вот такого цивилизационного кода. Это цивилизационный код евразийский. Это цивилизационный код христианско-исламский, славяно-тюркский. И этот цивилизационный код, этот выбор пути был определен именно святым благоверным князем Александром Невским. И я считаю, что он должен стать образом, иконой этого единства. Это вот символом. Да, икона, да, я понимаю, что существуют разные. Ну, мы вчера как раз с уважаемым муфтием, не муфтием, а Мухтасибом на эту тему разговаривали с санкт-петербургским Дамиром Хусейновым. То есть их понимание иконы не совсем верно трактуется в исламе. Есть разные виды почитания, но это отдельный разговор. Вот поэтому хорошо, символом, да, символом христианско-исламского. Александр Невский является символом христианско-исламского единства, вот, и славяно-тюркского единства. И этот символ мы должны действительно возвысить и нести эту весть, эту благую весть, способную изменить мир, способную действительно преобразовать всю Евразию, наш дом. Вот, наверное, я буду краток, не буду занимать время. Вот. Огромное спасибо Абдуллахе Ниязову за ту величайшую, я бы сказал, миссию, которую он сейчас осуществляет, пытаясь собрать всех мусульман Европы, а их более 170 миллионов человек. То есть фактически мы, как говорится, от Берингового пролива до Гибралтарского, да, это все мы, это все славяне и тюрки. И не просто мусульмане, да, это и славяне, и христиане. Вот. Славяне, христиане, тюрки, вот. Мы все едины. И та миссия, которая сейчас вот осуществляется Абдуллахедом Ниязовым, она действительно уникальна. Это прежде всего цивилизационная миссия. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий, за интересный доклад, ваше видение в этом деле. Спасибо большое. Thanks once again. I thank Dmitry Pakhomov, director of the International Foundation Christian Solidarity, for his words, for his thoughts about this topic. And this is very, very important. The more we know each other, the easier for us to achieve certain goals. And everyone, either Muslims or Christians, Catholics or other denominations or Orthodox, we all want peace and live peacefully and be good neighbors. So this is very important for every one of us. And thank you once again, Dmitry, for your words. Unfortunately, next speaker that we have in program, our executive director at the Muslim Foundation of Iceland and member of the Council of the European Muslim Forum from Reykjavik, Iceland. He had some changes in his plan. Unfortunately, he had to go to hospital, so he excused himself, and we can maybe next time we will see. So I got the information that he will be in the next panel. So okay, so let's move on with the program. Now I would like to invite my dear brother and colleague for many years. He is Mufti of Estonia, member of the Council of the European Muslim Forum, our dear brother from Tallinn, Estonia, Mufti Ildar Muhammedshin. Уважаемые участники
конференции. Позвольте поприветствовать вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хвала Всевышнему Аллаху, который нас всех собрал здесь для того, чтобы послушать историю наших мусульманских общин, живущих в Северной Европе, для того, чтобы узнать новое, поделиться опытом. И дай Аллах, иншаллах, найти возможное для будущего сотрудничества, иншаллах, в будущем. И пусть Всевышний Аллах облегчит нам и благословит нам в этом. Амин. Уважаемые участники конференции, так как время очень ограниченное, но я хотел бы немножко ознакомить вас с историей ислама в нашей маленькой стране, в Эстонии. Мусульмане здесь, по историческим данным, самые первые мусульмане постелились в ходе и после Ливонской войны между Россией и Ливонским орденом, в то время, татары, которые были в войске Ивана Грозного, часть из них, как сообщается в исторических источниках, оставила его войско, переселилась в Таллин и жила здесь, на территории Северной Эстонии, при шведском государстве. Но далее сведения о них теряются, может быть, они или ассимилировались, или же переехали в Литву или в Крым, или, может быть, даже в Османское государство. Один Аллах знает об этом лучше. Следующее поколение мусульман переехало в Эстонию уже после окончания Северной войны, после того, как Эстония была присоединена Петром I к Российской империи, и здесь поселились мусульмане, которые ранее служили в рядах российской армии, во флоте. Они поселились в Таллине, и именно с той поры в Таллине имеется улица, которая так и называется Татари, то есть Татарская улица. Но те мусульмане, потомки которых живут до сих пор, они уже начали селиться в Эстонии с середины XIX века. Они были татарами из Нижегородской губернии. То есть тем самым и история татар в Эстонии, она во многом схожа с историей татар в Финляндии, потому что и там татары приходили фактически из одних и тех же мест. И татарская община в Эстонии того времени представляла собой в основном людей, занимающихся мелкой торговлей. Многие из них приезжали здесь, их торговля носила сезонный характер, то есть они приезжали на зиму сюда, а летом возвращались обратно. Но потом, впоследствии, они осели здесь и жили здесь до начала Первой мировой войны, и в последующей революции, когда Эстония наряду с другими странами Балтии получила независимость, и татарская община осталась здесь. И в 1928 году в городе Нарва была основана первая мусульманская община, которая называлась Нарская мусульманская община. А в 1939 году в городе Таллине уже была основана мусульманская община, и татары жили здесь, алхамдулилля, дружно, сохраняя свою религию. Но потом произошли известные события 1940 года, то есть начало Второй мировой войны, присоединение Эстонии к Советскому Союзу, и потом в ходе Второй мировой войны тоже она нанесла такой же большой урон, как и всему населению Восточной Европы, так и всей Европы в целом. И многие из членов мусульманской общины, они вынуждены были эмигрировать, в том числе и в Скандинавию. А уже после войны в Эстонию стали приезжать татары тоже из Нижегородской, из Горьковской области, из Нижегородской ныне области. И исламская деятельность, конечно же, в Эстонии, она была в советское время, носила как бы неофициальный характер, подпольный, как и во всем бывшем Советском Союзе. Но, альхамдулилля, с началом перестройки возродилась обратная деятельность как национальных общин, так и исламской общины. Но, и, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, когда была возрождена исламская община Эстонии, татары, которые стояли у руля этого возрождения, они позвали и пригласили всех остальных представителей мусульман бывшего Советского Союза, которые жили на территории Эстонии. И так в нашей общине сейчас имеются представители в Совете и азербайджанской общины, и северокавказской,
и среднеазиатской и так далее. И хвала Всевышнему Аллаху, мусульмане живут, развиваются, альхамдулилля. Конечно же, у нас, к сожалению, пока нету мечети, именно как мечети, вот дай Аллах, чтобы она появилась, но у нас, альхамдулилля, есть исламский центр, где проводятся регулярные занятия, где община живет, альхамдулилля. Вот в этом году, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, мы начали проводить, то есть помимо города Таллина пятничные молитвы, мы стали проводить в городе Тарту, то есть это университетский город. Там, альхамдулилля, наша община приобрела земельный участок вместе с небольшим домом, альхамдулилля, и где начали проводиться исламские пятничные молитвы. Конечно, то время, которое сейчас, нынешнее время, как вот этот коронавирус, который, та беда, которая постигла весь мир, она, конечно же, как с одной стороны приостановила во многом и преуменьшила деятельность фактическую, но, альхамдулилля, как уже многие наши братья говорили и говорят, то есть любое трудное дело, оно дает собой как бы новые вызовы, дает собой новые возможности, и вот как одно из них, вот мы сейчас все присутствуем, альхамдулилля, мы дистанционно, мы в разных странах, мы можем общаться, проводить наши мероприятия. И вот как одно из них, как вот в самом начале говорил наш дорогой брат Абдулвахид Ниязов, круглый стол стран Прибалтики вот проходил в нашей столице нашей страны Эстонии в августе. Он был посвящен 30-летию восстановления независимости Эстонии. И дай Аллах, чтобы деятельность наша расширялась, потому что, да, вот мы все видим, что, с одной стороны, вот, например, к сожалению, из-за объективных причин численность татар в Эстонии сокращается после того, как Эстония приобрела независимость, потому что новые люди не могли так приезжать, как раньше, во времена Советского Союза. Но мы видим, что в последнее время численность исламской общины, она резко возросла, потому что приезжают как беженцы, так и студенты, так и люди, которые приезжают на работу, альхамдулилля, многие из них, они религиозные. И по милости Всевышнего Аллаха у нас есть хорошая смена, то есть у нас есть молодые имамы, альхамдулилля, это все вот наши ребята, которые с детства ходили к нам на занятия, альхамдулилля, а сейчас они закончили исламские университеты, и дай Аллах, чтобы они помогали нам, и мы вместе продолжали нашу работу. Так как время нашей конференции ограничено, позвольте мне завершить свое выступление, и пусть Всевышний Аллах дарует нам всем наилучшее, избавит нас всех от плохого. Аминь. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Алейкум салям рахматуллахи ва баракату. Большое спасибо, Ильдар Хазрат, за ваших дуа, за хорошие пожелания и за ваш доклад о исламе в Эстонии и в вашем регионе. I thank once again our dear brother Mufti Ildar Muhammedshin for his topic and about Islam in Estonia and his region and the history about it, and his great dua for all of us, inshallah. Now I would like to thank everyone who participated in the first panel. Wish for everyone the best in your life. Wish that that next conference like this would be, we meet in person, inshallah, and would like to pass the word now for our dear leader of this meeting, for Brother Abdulwahid Niyazov. Thank you very much. Бисмилля. Еще раз большое спасибо, шейх Ромас, за прекрасное, как всегда, ведение нашего мероприятия. Хотя мусульмане в Литве это не самая большая община, но это получается, одна из самых древних мусульманских общин стран Балтии. И действительно, вот те мероприятия, которые мы проводили в Литве, в Эстонии, шейх Ильдар
муфти Эстонии сказал, но там мы даже не столько говорили о мусульманах стран Прибалтики, сколько мусульман всего Балтийского региона, 9 стран Балтийского региона. И продолжая нашу конференцию, вот здесь несколько таких вот моментов. Во-первых, по взаимодействию России и Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов просил вот уточнить, что несколько стран Европы имеют в том или ином статусе отношения с Организацией исламского сотрудничества. Это связано с процентом мусульманского населения и несколькими другими факторами. Это Российская Федерация, это Босния и Герцеговина, это Албания, это Косово, это Македония, это Турция и это Северный Кипр. Из стран бывшего Союза это также Азербайджан и Казахстан, если брать большую Европу. То есть это как раз те страны, которые институционно обозначают свои взаимоотношения с мусульманским миром. И как мы видим, это уже не одна, это уже где-то почти десяток европейских стран. Альхамдулилля. Кроме того, здесь интересная ремарка была по поводу взаимодействия и роли татар в налаживании контактов между православием и исламом. Вы знаете, что ведь даже в Сарае, в столице Золотой Орды, была целая епархия православная, и причем там были не только славяне, и не столько славяне, сколько сами тюрки и татары. И роль здесь важна не только русских по отношению как мост между православием и исламом. Мы знаем много примеров людей, которые среди русских принимали ислам, и блестящие примеры таких людей, как Лев Толстой, Александр Пушкин, Соловьев, Лермонтов, Гумилев, которые много делали для вообще знакомства русской нации с, значит, с исламом, с мусульманской цивилизацией. Но и татары, это было тоже такое двустороннее движение. И многие просветители православные, они тоже имели там тюркские, татарские корни, но достаточно сказать, что основатель Москвы Юрий Долгорукий, он на 3/4 был тюрок. Тюркские корни были и у князя Александра Невского, который считается в православии святым. Поэтому здесь это очень много. И вот Вологды, наш глава мусульман Вологды, вот он пишет, что недавно они посетили город Татьма, это такой северный русский город. Оказывается, среди тех, кто развил этот город, были выходцы из Орды, которые там приняли ислам, как бы православились, но они были татары. И именно они основали, вот интересно, Форт Росс в Калифорнии, вот знаменитый, так сказать, такую колонию российскую в Калифорнии основали как раз выходцы из Татьмы, имеющие там татарские корни, ну, тысячелетней давности. Очень интересный такой фактор. Вот. Ну и мы должны сказать, что есть некоторые неудобства по подключению к конференции. Мы, для всех желающих у нас есть YouTube-канал, еще раз повторяю, Питер Татар. Вы, наверное, кое-кто видели, кое-кто нет. Были приняты попытки, так сказать, атак таких неприличных в начале нашей конференции. Но это говорит только о том, что мы представляем интерес. Раз люди, так сказать, пытаются что-то, так сказать, навредить, значит, кому-то это неудобно. Вот. Ну, собака лает, караван идет, слава Богу. Вот. И действительно, мы сейчас уже начинаем вторую нашу панель. И я с удовольствием предоставляю слово имаму Хельсинки, кандидату в адвайзер Европейского мусульманского форума, человеку, который фактически вот российскую публику, в широком смысле татарскую нацию, познакомил с историей ислама в странах Балтии, например, и Финляндии. Это Рамиль Хазрат Беляев. Рамиль Хазрат, вам слово. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Дорогой Абдулвахид Афенди, большое спасибо за представление. Я думаю, что так как сегодня мы говорим о татарах, приветствие на татарском языке, полминуты не помешает и не, значит, наоборот, украсит нашу с вами конференцию. Хурматлы дуслар, хурматлы кардашлар, коллегалар, sizне һәр берегезне Финляндиядан, Хельсинки шәһәреннән сәламлыймен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең конференциябызга уңышлар телим. Иншалла, шушы безнең конференциябызда хәерле сөйләшүләр белән
yaxshi natijalarga erishishga nasib eylesin deb sizga Finlandiyaning eng yili ham eng motor salomlarni yo'llayman. Сегодня было сказано уже несколько слов о Финляндии, о татарах Финляндии. Спасибо и Ильдару Хазрату из Эстонии, а также Ромусу Хазрату из Литвы, то, что они уже рассказали, а также и Абдулвахид Эфенди рассказал немного о исламе в Финляндии, а точнее о татарах, которые являлись как раз первопроходцами ислама, то есть они принесли в эту страну мусульманскую культуру, а это случилось, если быть точнее, в 1809 году, когда Финляндия стала частью Российской империи, российские военные власти, значит, расположили военно-гарнизонные на территории современной Финляндии. Это и остров Суоменлинна, с которым кто-то, кто бывал в Финляндии, знаком. Это очень интересный форпост. Это и Хельсинки, это и город Турку, бывшая столица Финляндии, и в других городах. Именно им предстояло познакомить финнов с исламом, потому что через них они видели, что это мусульмане. Первые научные труды появились именно исходя из жизни из этих военных мусульман. Затем, начиная с 1870 года, в Финляндию потихонечку начинают приезжать уже торговцы из Нижегородской губернии. Здесь, конечно, брат Ильдар абсолютно правильно сказал, что мусульмане татары Эстонии и мусульмане татары из Финляндии – это практически одна и та же нация, так как они являются выходцами из Нижегородской губернии, из близлежащих деревень. Татары Финляндии преуспели сделать многое за свое короткое существование, все-таки это буквально каких-то 100-150 лет, но за это время было на самом деле достигнуто очень много. Построили мечети, значит, издали очень много литературы мусульманской и татарской литературы, арендовали помещения, участвовали на войне, значит, защищая Финляндию, строили послевоенное время, значит, и Финляндию, инфраструктуру Финляндии, общество Финляндии. То есть тот вклад, который был внесен татарами в развитие становления Финляндии, он, конечно же, заметен и в речах, значит, политиков Финляндии. Допустим, трудное время несколько лет тому назад, когда одна из мусульманских стран включила нашу организацию в список запрещенных организаций, на защиту стал никто иной, как министр иностранных дел Эрки Туомия, который подчеркнул воскресенье, выходной день, значит, вечером, выступая на прямом эфире по телевидению, сказал, что это должна быть какая-то ошибка, потому что татары – это наши финские мусульмане, они не могут быть включены в такую организацию. Я не хотел бы вам ваше время занимать рассказами, значит, из истории татар Финляндии, так как Абдулвахид Эфенди уже рассказал, что вот у меня вышла вот такая вот книга, называется «Татары Финляндии». Я хочу сказать, что она скоро появится, скорее всего, в библиотеках Москвы, а может появиться и в продаже, пока еще точно неизвестно, но, иншаллах, стараемся к этому все ведем. Вот как раз из этой книги, она около 300 страниц, можно будет узнать о татарах Финляндии практически большую информацию. Поэтому, не затягивая, я хотел бы приступить к нашим панелистам, к нашим выступающим, и хотел бы сразу же предупредить о том, что у нас регламент 7 минут, по крайней мере, организаторы конференции мне сказали: Рамиль, следи строго, чтобы было 7 минут, не больше. Поэтому, когда будет 6 минут, я уже буду вас потихонечку сигнализировать отсюда о том, что, ребята, через минуту потихонечку заканчиваем наше с вами выступление. Первым я приглашаю выступить Руслана Эфенди Айсина, известного историка, а также, значит, политолога, который известен нам своими яркими, значит, и стримами в Ютубе, а также своими яркими ответами на самые актуальные вопросы из Казани. Прошу вас, Руслан Эфенди, рахмитейс. Микрофон включите, пожалуйста.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хазрат Бигзур Рахмат за то, что представили такими высокими словами. Действительно, Хазрат здесь сказал очень правильные и нужные слова, и я в этом смысле его поддерживаю. Поэтому тоже, если участники не будут ругаться, то пару слов скажу на татарском языке. Это для нас очень важно в условиях, когда мы действительно боремся за сохранение собственной идентичности, которая, конечно, в первую очередь связана с языковой традицией. Шуңа күрә менә бу ошбу бийек һәм улуу мәҗлесне без шулай ук котлыйбыз, хуплыйбыз һәм дә сәламлыйбыз. Һәм дә инде мөмкин булгач 5-7 минут эчендә үземнең чыгышымны сөйләргә тырышып карармын. Значит, действительно, тема очень важная. Я бы сказал, она фундаментальная в том смысле, что, как говорил и как заповедовал Лев Николаевич Гумилев, Россия является двусоставной частью, которая компонуется из двух начал, собственно говоря, тюркско-мусульманским и православно-славянским. И в этом смысле она является суперэтносом, и в этом ее сила, в этом ее стать, и в этом ее такая мощная внутренняя динамика. Говоря о севере, север и ислам – это тема очень важная, она, к сожалению, не разработанная, потому что вот я там пошерстил огромное количество трудов и не нашел ничего такого, чтобы было созвучно этой тематике. На самом деле, один мой известный учитель, которого многие из вас знают, уважаемый Абдуль-Вахид Ниязов, Гидар Джемаль, у него есть такой фундаментальный труд, называется «Ориентация север». Ее вот сейчас перевели на турецкий и азербайджанский языки. Иншалла, они будут также в общем доступе. И как-то некоторое время назад я написал небольшую заметку о том, что татары являются самой северной мусульманской частью Айкумены. То есть это самый северный мусульманский народ. И в этом смысле это диктует определенные обязательства на нас, потому что север все-таки это максимизация воли, это там, где заканчивается комфорт, и это там, где жизнь и смерть по-настоящему в метафизическом, философском смысле борются. Но татары, тюрки, которые пришли из далеких алтайских степей, дошли до самых, так сказать, суровых мест, и Финляндии, куда вот в свое время отправился Муса Бигеев, известный наш теолог, узнать, действительно ли там не заходит солнце, и действительно ли, значит, вечерний намаз, ахшам намаз, так сказать, соприкасается с ясту намазом, с последним намазом. Действительно, это некая такая метафизическая вещь. Но если, так сказать, уйти в более такую конкретику историческую, здесь уже очень много хороших, важных слов в этой связи было сказано. Действительно, взаимосвязь ислама и северных регионов, она имеет важное принципиальное геополитическое значение, культурологическое, конечно, к сожалению, как еще раз подчеркну, не до конца изученное. И то, что во многом в центре этой позиции стоит Александр Невский, я думаю, тоже очень символично, потому что и татары, и Александр Невский, они действительно попытались сохранить тот уникальный код, который сейчас мы называем российским уникальным кодом. К сожалению, там часто мусульманско-татарский, тюркский компонент теряется, умалчивается, но я думаю, что вот наша задача как раз его актуализировать. И в этом смысле тот особый экзистенциальный путь северный, который является, ну, так сказать, северным сиянием, и духовным в том числе, и недаром, что многие духовные традиции также отправляли некий такой духовный полюс на север, я думаю, даст нам определенный важный толчок. И недаром в XIV веке шведский король Магнус отправился крестовым походом на Русь, потому что считал, что вот там живут те самые еретики и басурмане, которые являются некой такой символическим указанием на азиатчину. Это еще раз подтверждает тот момент, что противостояние идеологическое, цивилизационное тогда было.
Я не призываю это цивилизационное противостояние сейчас вновь актуализировать. Я думаю, что это не совсем верно. Наоборот, мы должны двигаться к диалогу, к налаживанию конструктивных взаимодействий. И в этом плане, конечно, Санкт-Петербург не только окно в Европу, это окно на большой север, это цивилизация севера. Я вообще думаю, что, по сути говоря, ислам интегрирует в себе вот два важных фактора. Во-первых, это цивилизация гор, бесспорно, это Кавказ, это там Гиндукуш, Памир, Тяньшань и так далее. Цивилизация степи, бесспорно, да, Евразия – это вот родина, что называется, большой степи. И вот они соприкасаются, но еще они соприкасаются на севере. То есть это тоже нельзя забывать, потому что часто считается, что ислам – это всегда где-то юг, это всегда куда-то сползание в тропики. На самом деле нет, это всегда восхождение. Восхождение – это север, потому что север находится как бы у нас в вышине, как бы согласно нашей правильной географической ориентации, в отличие от китайской, в которой мир перевернут. Но и я должен здесь сказать, конечно, что взаимоотношения севера, северной цивилизации, северной айкумены и ислама начались не только со времен Золотой Орды, еще со времен Волжской Булгарии. Это были не только военно-политические взаимоотношения, но и торгово-культурологические, конечно, это нельзя забывать. Камская Булгария была крупнейшим восточным государством, восточноевропейским, оказавшим огромное влияние на судьбы Европы в том числе. Это было передовое государство с развитой промышленностью, государственным управлением, сильным цивилизационным началом. И действительно там веротерпимость была на высоком уровне, потому что у тюрков и после у монгол толерантность религиозная была в фаворе. Не только потому, что шаманизм не подразумевал прозелитизма, распространение религии, а потому, что считалось, раз человек воин, и он присягает воинскому уставу, ясе, то он может быть любой веры. В этом смысле это хорошая, очень хорошая традиция веротерпимости, которую татары привнесли, которую татары культивируют до сих пор. Ну вот кто был в Казани, может это подтвердить, что действительно мирное сосуществование православия, христианства, русской культуры и татарской культуры здесь является, можно сказать, памятником мировым, потому что в свое время, в 2009, по-моему, 2010 году сюда приехала Хиллари Клинтон и сказала Шаймиеву, что вот эту вот модель взаимодействия культурного сотрудничества надо бы перенести и нам на Запад, потому что вы смогли найти вот эту вот идеальную формулу сотрудничества и добрососедского взаимоотношения. Ну и, да, хорошо. К сожалению, вот действительно темы большие, и вот приходится расплескиваться, как Балтийское море. Ну и вот, переходя, можно сказать, исторически перекидывая мостик в новое время, надо сказать, что взаимоотношения и отношения ислама и христианского православного мира были непростые, но вот эти вот перипетии все равно привели к тому, что мы создали общую империю, и я могу сказать уверенно, как дипломированный историк, что, по сути говоря, Российская империя Петра, она соткалась и сформировалась по лекалам Золотой Орды. Поэтому Российская империя может полноправно говорить, что в свое время татары, тюрки, мусульмане заложили основу этого государства. И я думаю, эта традиция должна быть продолжена. Традиция, при которой вот этих два начала, тюрко-мусульманская, кавказская, бесспорно, христианско-православная, финно-угорская, балтийская, тоже нельзя забывать, они вот сформировали то уникальное цивилизационное пространство, в котором мы сейчас живем, находимся, и наша задача укреплять и делать так, чтобы мы как бы крепли, невзирая на все трудности, которые есть. Ну вот это вот так вот. Бигзур Рахмат, Ихтибар Разович. Всем большое спасибо. Руслан Хайрасидгада, Бигзур Рахмат. Я, честно говоря, очень с сожалением вас прервал, потому что я вас могу слушать практически бесконечно. Очень интересная тема истории татар, история становления татарского народа, история северных татар. Она очень интересна. Поэтому у меня к вам такое вот предложение, может быть, даже в рамках нашей конференции сделать какой-то стрим вот на эту тему, чтобы мы уже могли так более
свободно нам рассказать про эту историю. Мы с удовольствием послушаем. Бигзур Рахмет. Следующий наш спикер готовится выступить из нашего славного города Стокгольма, из Швеции. Это Исмаил Хазарат-Шенгариев, президент тюрко-татарского мусульманского общества Швеции. Исмаил Эфенди, рахимитигис. Подготовил. Меня слышно, да? Да, слышно, рахимитигис. Я подготовил такой доклад, но так как я понимаю, что время ограничено, я его, скорее всего, опубликую. Вот он будет опубликован, наверное, на сайте этого исламского форума. Ну, так коротко расскажу, коротко. Но начну с того, что начну свое выступление с небольшого жизненного сюжета, рассказанного научным руководителем Института истории имени Шагабуддина Мирджани Рафаэлем Хакимовым. Как-то мы сели с ним разговаривали, вот вспомнил с улыбкой. Один татарин-предприниматель имел деловые отношения с норвежцами. Все было хорошо, но ему не нравилась их медлительность. И однажды он в сердцах им сказал: к вам надо представить татар, тогда будет порядок. На что норвежцы ответили: а мы и есть татары. В этом маленьком сюжете отражается большая многовековая история народов Евразии. Литературы на эту тему очень много, и поэтому немало противоречивых выводов и предположений. С моей точки зрения, наибольшего доверия заслуживает книга американского историка «Культура курганов в Скандинавии. Генетическая связь норманнов эры викингов со Средней Азией. Оценка Y-хромосомы ДНК, археологических, исторических и языковых доказательств». Одним из важнейших результатов исследований Дэвида Фокса является вывод о том, что из всех современных тюркских народов ближайшее соответствие с прогнозом автора о структуре Y-хромосомы народа асов, который оставил свой генетический след в Скандинавии, показывает казанские татары. И вот я сейчас шведский язык изучаю, и очень много звуков, идентичных с татарским. Только у скандинавских народов такое есть. Есть иные подтверждения глубоких исторических связей татар и скандинавов. Так, например, сведения о походах викингов высечены рунами на камнях. У тюрков их история на другом конце евразийского материала также высечена рунами на камнях, стоящих посреди Великой степи. В свете всего вышесказанного можно с уверенностью сказать, что полушутливый ответ норвежцев «а мы и есть татары» имеет под собой генетическую, лингвистическую и историко-культурологическую основу. Являясь национальным меньшинством, татары в Швеции имеют свою историю, которая уходит вглубь веков, позволяет ясно увидеть общность, которая сегодня должна быть осмыслена с новых позиций целесообразности интеграции народов в 21 веке. Основы взаимопонимания сегодня заложены в далеком прошлом. Мы должны научиться строить единство на основе общего исторического фундамента. Особая роль, формировавшаяся татарское общение в Швеции, принадлежит Осману Саукану. Это особый случай проявления единства татарского и турецкого народов в исламе. Исторически так сложилось, что он стал тем лидером, который объединил нацию на основе религии ислам. Таким образом, можно сделать вывод, что в современной Швеции первыми зарегистрированными мусульманскими группами были финские татары, которые эмигрировали из Финляндии и Эстонии в 40-х и 50-х годах прошлого столетия. Убежден, что в ближайшем будущем мы должны проявить ту же несгибаемую волю, что когда-то проявил Осман Саукан и его единоверцы, и создать новый татарский вектор развития ислама в Швеции, что мы и делаем. Надо особо отметить, что для подавляющего большинства татарских диаспор за рубежом Россия остается отечеством, родиной предков, с которой практически каждый связан сердцем и душой. И в этой связи нельзя не сказать о роли интегратора, которую современная история отвела президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Вот об этом что говорит сам глава Татарстана. Для работы с исламским миром президент Владимир Владимирович Путин определил меня координатором. Это говорит о том, что мы не только в рамках своего субъекта работаем, но и в интересах всего нашего российского государства. Я считаю, что это очень важный фактор, когда мы получаем поддержку, и в целом наша страна получает плюс от того, что Татарстан берет на себя эту инициативу. В качестве примера могу сказать, что это культурологическая кругосветность с акцентом на исламские ценности в решении конкретных задач позволила Рустаму Минниханову наладить российско-арабский диалог в ОАЭ.
оперативно решать многие вопросы, которые требовали длительного обсуждения. Я был свидетелем эффективности его работы и, зная особенности бизнеса в ОАЭ, не мог скрыть своего восхищения, когда человек работает на конечный результат. Сегодня важно показать народам Евросоюза, что ислам изначально представляет собой открытую систему гражданской самоорганизации и готовности к конструктивному диалогу с шведским обществом и государством. Подтвердить на деле, что вопреки сложившимся стереотипам именно мусульмане могут способствовать установлению гражданского согласия, социальной безопасности и взаимообогащению культур. В этой связи хотел бы отметить исключительную продуктивность Европейского мусульманского форума как системы международных политических площадок, где успешно решаются политические и религиозные вопросы. И заканчивая, не будет привлечением сказать, что Европейский мусульманский форум во главе с его президентом Абдулвахидом Ниязовым одна из немногих неправительственных организаций, который смог преодолеть социальную инерцию функционала ограниченных действий, став открытой системой для идей и решений на основе неприходящих ценностей ислама, а следовательно организацией, способной работать в режиме универсального евразийского интегратора ключевых трендов духовного развития. Спасибо за внимание. Siz Nafiul значит, Исмаил Эфенди прямо в точку, значит, 7 минут, ну, пример, значит, выступления, как надо выступать, в точку. Спасибо большое и просим передать наши горячие приветствия всем нашим единоверцам и всем нашим соплеменникам в Швеции. Хотел бы предоставить слово, следующее слово муфтию Нафигулле Хазрату Аширову, члену Генерального совета Всемирного совета мусульманских общин. Нафигуллах Эфенди, рахмитигис. Ну, во-первых, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, хвала Аллаху, Господу миров, пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, ему приветствие и наше благословение. Но я время ваше драгоценное отнимать не буду, потому что в действительности я немного, наверное, скажу о том, что татары, в общем-то, они, как многие здесь сказали, оставили след в Европе. Они очень большой след оставили в Европе, и, альхамдулилля, до сих пор проживают, строят мечети, создают исламские организации и даже переселяются туда, вот как наш брат Шангареев Исмаил Хазрат. Вот. Поэтому, конечно, этот форум, который вот вы здесь организовали, он, я думаю, что он важен, наверное, для познания роли татарского народа вообще, да? Не только в Европе, но и в Российской Федерации тоже, потому что огромная часть Российской Федерации – это Европа, в общем-то. Поэтому, что будем делать? Будем сотрудничать, будем стараться быть вместе, продвигать нашу татарскую идентичность, сохранять наш язык, культуру, традиции, особенно то, что нас, в общем-то, сохранило, нашу религию, ислам. Пусть Аллах Субхану ва Тааля Абдул-Вахиду тоже поможет в продвижении всей этой идеи, продвижении объединения мусульман Европы. И я думаю, что эта работа, она очень полезная не только с точки зрения ислама, но и с точки зрения национальной такой культурологической идентичности самих мусульман, продвижения, я думаю, что исламской мысли, так же, как и на сегодняшний день европейская исламская мысль влияет и на исламскую мысль российских мусульман. Я думаю, что такое взаимопроникновение, оно всем будет на пользу. Баракаллах. Ассаламу алейкум. И вправду говорят, Хазрат, что краткость – это сестра таланта. Емко, значит, самые необходимые моменты, такая краткая выжимка. Спасибо большое, что вы обозначили самые необходимые вопросы, которые стоят сегодня и перед мусульманами, и перед татарским народом. Джазаллаху хайран, Аллах Тааля риза болсын. Следующий наш спикер готовится выступить из Латвии. Приглашаю к выступлению Зуфара Эфенди Зайнуллина, президента мусульманской организации Латвии. Рахмитигис. Ваш голос не слышен.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Слышно? Алло. Да, мы слышим вас. Бисмиллахи рахмани рахим. От имени Союза мусульманских общин Латвии я приветствую и выражаю свое почтение всем участникам конференции. Особое почтение и благодарность нашему председателю Абдулвахид Ниязу, который является двигателем такого важного процесса. Хочу сказать, что в Латвии соблюдается принцип свободы вероисповедания. Мы, мусульмане, чувствуем заботу от правительства Латвии. Как пример, в последние годы приняты 2 закона. Это закон, разрешающий захоронение согласно обрядов всех религий, включая ислам. Раньше приходилось хоронить в гробу по тому закону. И закон, разрешающий халяль забой скота. Мусульманская умма насчитывает приблизительно 10 тысяч человек, из них 3 тысячи татар. Немного о истории ислама в Латвии, о татарах. В Латвийской республике впервые упоминалось о исламе в 1838 году. Тогда написали в одной из газет о мусульманах. Изначально присутствие мусульман в Латвии носило такой случайный характер практически. И только после попадания обжитых латвийских земель в Российскую империю, хоть и в ничтожных количествах, начали появляться мусульмане, мусульманские народы России в Латвии. Перепись населения 1897 года показала, что на территории нынешней Латвии проживало 1525 татар. Большую часть из них составляли военные, которые прибыли с войсками. Официально первая мусульманская община была зарегистрирована в 1902 году. Имамом с 1902 года по 1917 год был Ибрагим Давидов. До Первой войны мировой в ней собиралось до 1000 мусульман. С немецкой оккупацией 1917 года имам и большая часть мусульман покинула Ригу, и с 2020 года осталось 115 татар до 1940 года. Имамом был татарин Шакир Хуснуддинов. Но надо отметить, что даже этим немногим мусульманам, которые были созданы условия и не мешающие работе. С 1940 года по 1941 год, в годы советской власти, в результате массового целенаправленного переселения из республик СССР, количество татар увеличилось до 3764 человек в 1970 году. В 1989 году число татар достигло 4800 человек. Но в Латвии, как и во всем Советском Союзе, не было никаких традиций исламской веры. Даже люди, въезжавшие сюда, часто у себя на родине не соблюдали нормы Корана. И многие из них уже были исчезновены, даже полностью обрусевшие homo советикус. Советская власть не позволяла распространению религии, в том числе и ислама. Против священников и верующих применялись репрессии. И вот после возвращения независимости Латвии в 1991 году, когда появилась возможность свободного вероисповедания, нам пришлось начинать практически с нуля. Возрождать ислам на базе татарской общины. Тогда у нас председателем был Ильдус Каримович Сабитов, и первыми имамами были Хасан Сабитов, Фатых Тимирбулатов и Асхат Ибрагимов. В 1992 году была создана первая мусульманская община, вокруг которой объединились все этнические мусульмане, и началось возрождение ислама. Конечно, было очень сложно. Большую помощь нам в этом оказали студенты из мусульманских стран. Некоторые из них остались, и сейчас уже и профессоры, и доктора, и инженеры. С 1994 года по 2004 год нам пришлось арендовать помещение. Своей мечети как таковой не было, и раньше не было в Латвии. Но в 2003 году после избрания меня председателем Союзом был организован сбор финансовых средств среди мусульман Латвии. Мы купили себе помещение на улице Бриевос, в центре города, где происходят пятничные намазы и все остальные мероприятия. Это в течение года принимает приблизительно 100 человек ислама. Это и русские, и латыши тоже есть. Но этой мечети тоже нас не хватает, и с этой целью расширения при поддержке Исламского банка развития в
в 2013 году мы купили новое помещение. Сейчас идет реконструкция. Она немного затягивается из-за нехватки средств. И, иншаллах, мы планируем в следующем году открыть эту мечеть. Хотел бы сказать то, что в Латвии есть 2 перевода Корана на латышский язык. Общаться с интеллигенцией местной. Это были латыши Улдис Берзинш и Имант Калниш, которые являются цветом интеллигенции Латвии. И интересно то, что когда первое издание мы делали, помогали выпускать Иманту Калничу, я ему задал вопрос: скажите, пожалуйста, почему вы решили перевести Коран на латышский язык? Он говорит: господин Зайнулин, я очень много слышал после 11 сентября плохого о исламе и решил сам ознакомиться с исламом. Прочитал Коран, читал на английском, французском языке. Я, говорит, понял, что это хорошая религия, и для того, чтобы латыши не боялись и знали, что это такое, я решил перевести Коран. То есть, если бы многие люди, услышав плохое, ознакомились сами, это был бы большой плюс. Рахмат, все, спасибо. Зуфар Эфенди, вам большое спасибо за очень интересный экскурс по истории мусульман, истории татар в Латвии. На самом деле тоже очень интересно, очень много было сделано за это время. Я думаю, что если у вас были какие-нибудь, может быть, артикли, статьи по этому поводу, нам всем было бы интересно прочитать на каких-то ресурсах про историю татар и мусульман Латвии. Спасибо за ваше выступление и за ваш труд. Хотел бы, Рахмет Бекзар, хотел бы пригласить выступить председателя Духовного управления мусульман Республики Коми, муфтиря Вали Ахмеда Гаязова. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил галямин. Вассаляту вассаляму аля расулихи ва сахабихи джмаин. Уважаемые участники конференции, уважаемый Абдул-Вахид Валидович, сегодняшняя конференция проходит в этом году и проходит в юбилейный для мусульман Республики год. В этом году исполнилось 30 лет со дня, когда впервые в истории Республики Коми официально зарегистрировали первую мусульманскую общину в Министерстве юстиции Республики Коми. За все это время мусульманским духовенством велась повседневная гуманистическая деятельность. Мы призывали своих единоверцев к терпению, добрососедству, миру и согласию. Сегодня в Республике Коми является второй по значимости религией после православия. Среди мусульман в Республике Коми первые годы, когда мы создавали, больше было татар и башкир. В настоящее время много азербайджанцев, чеченцев, аварцев, нагайцев, кумыков, ингушей, даргинцев, черкесов и представителей других народов. На земле Коми, то есть, как еще подвигать зырян называют, мусульмане появились во времена Древней Руси. Это были купцы из Волжской Булгарии, которые вели здесь активную торговлю. По водным путям, артериям Приполярного Урала они перевозили товары из Великой степи, Средней Азии, Ирана и, конечно, самой Булгарии, Скандинавию. Впоследствии эти торговые пути перекрыл Великий Новгород, и они утратили былое значение. Второе значимое появление последователей ислама здесь пришлось на 30-40-е годы прошлого века. Тогда республика превратилась в один огромный лагерь для репрессированных. Со всех концов России сюда ссылали офицеров царской армии, зажиточных крестьян, священников, представителей интеллигенции, попавших в опалу большевиков. И, как гласила тогда поговорка, население Коми тогда состояло из ЩК и ЗК, исключая небольшое количество вольнонаемных рабочих. Заключенные бесплатно работали на строительстве дорог, промышленных и других объектов. Среди многочисленных каторжан, поселенцев были также офицеры тептярских полков, так называемой дикой дивизии, участники базмаческого движения, исламское духовенство, интеллигенция, обвиненные в буржуазном национализме. Многие из них
истинно верующие мусульманами были. И многие из них бесследно сгинули в здешних бескрайних лесах и болотах. Да примет их Аллах души шахидами. Третья волна мусульман пришла сюда вместе с активным промышленным освоением богатств полярного Урала в постгулаговский период. На угольные шахты Воркуты и Инты, нефтепромыслы Усинска, лесозаводы Сыктывкара потянулись те, кто хотел вырваться из рутинной колхозной жизни и просто скопить денег на машину или дом. Среди них не было немало мусульман, большая часть которых до сих пор компактно проживает в Усинске, Воркуте, Ухте, Сыктывкаре и работая в угольных и нефтедобывающих предприятиях. История проповеди ислама в Республике Коми берет начало из приполярного города Усинска. Не случайно сейчас духовное управление мусульман, откуда я сейчас веду, находится в этом городе. В начале 70-х осваивать месторождение черного золота в Усинск приехало много мусульман-нефтяников. Жизнь их поначалу протекала в вагончиках, бытовках и бараках. Естественно, полноценной молитве речь тогда идти не могла. Единственное, что можно говорить, все говорили перед каждым делом «Бисмилляхи рахмани рахим». И тогда вот на даче у моего отца Ревката Гаязова мусульмане начали собираться по большим праздникам, как Ураза Байрам и Курбан Байрам. Это 1986 год. И уведомили администрацию города о намерении открыто исповедовать ислам. 8 мая 1991 года в республике была зарегистрирована официально первая мусульманская община. Первая мусульманская организация с республиканским статусом стала это Исламский культурный центр Республики Коми, филиал Исламского культурного центра Российской Федерации. И она появилась в 1993 году. Директором ее меня назначил Абдул-Вахид Валидович Ниязов этого центра. Центр проводил координирующую роль на территории Республики Коми. Под эгидой ИКЦ Республики Коми в городах республики были организованы различные выставки, конкурсы, уроки детского духовного воспитания. Была проведена учеба в исламских учебных заведениях России, так как нам Абдул-Вахид Валидович помогал отправлять за рубеж, даже в Египетский университет Аль-Азгар и другая обширная исламская работа. В истории ислама в республике первым крупным исламским мероприятием стал организован в 1993 году в одной из школ молодежного духовного просветительского лагеря. Помещение целого этажа школы на время каникул превратили в спальни, молельный зал, классы, библиотеку для более чем 100 молодых мусульман. В 2001 году республика отпраздновала большое событие – десятилетие со дня регистрации первой мусульманской общины. Тогда праздники прошли при поддержке тогдашнего главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридони и главы города Феликса Маркова. В рамках празднования прошел конкурс рефератов по исламской тематике среди школьников. Более 1000 работ было представлено комиссией, и победители поехали в Москву на экскурсию по мечетям и местам, связанным с исламской культурой. Участники тура побывали в соборной мечети Москвы, встретились с председателем Совета муфти шейхом Равилем Гайнудином. В мае 2001 года прошел форум, посвященный юбилею открытой проповеди ислама на Коми-земле. Высокий статус собрания придали участвующие на нем Юрий Алексеевич Спиридонов, члены главы правительства. 2 года спустя была проведена вторая межрегиональная конференция «Ислам и СМИ» в Республике Коми. Были скорбные даты в истории мусульман общины Республики Коми. В октябре 2002 года неизвестные варвары подожгли мечеть в Усинске. Глубокой ночью злоумышленники, просверлив отверстие под дверью, залили вовнутрь здания мечети 2 канистры бензина и подожгли ее с умыслом. Это тоже было. Но спасти дом Аллаха удалось благодаря мужеству работников противопожарной службы и лично ее руководителя, активного участника мусульманской общины Магомеда Магомедова. Нужно отдать должное общественности республики, в том числе нашим православным братьям, не оставив нас в то время без поддержки в то время. Глава Республики Коми Владимир Торлов лично прилетел и выразил осуждение тех, кто совершил этот постыдный акт. Местные власти, как и республиканские, городские,
по мере возможности стараются создать нам достойные условия для свободного отправления мусульманами религиозного культа. На некоторых кладбищах созданы отдельные участки для захоронения последователей наших единоверцев. Имея возможность оценить отношение мусульман Республики Коми к мироучению и условия, созданные им в Коми, считаю, что будущее поколение наших единоверцев не утратит глубокой веры в Аллаха. И с уверенностью можно сказать, что ислам сейчас играет и впредь будет играть важную роль в Республике Коми. Программа мероприятий, которые сегодня проводятся, имеют большое значение для нас. И более актуально, конечно, другое, что важно узнать друг друга, культуру, традиции народов, населяющих Республику Коми. И, да, все, да, уверен, что сегодняшняя конференция будет способствовать духовному обогащению, укреплению религиозной межнациональной толерантности. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Уалямет Хазрату, большое спасибо за очень интересный экскурс по истории ислама в Республике Коми. Опираясь на данное повествование, можно смело утверждать, что президент мусульманского форума Европы Абдулвахид Эфенди это и современность, и это уже история. То есть он стоял на истоке многих организаций, в том числе и Коми, а сейчас он ведет такую большую работу уже на европейском континенте. Бигзур Рахмет. Следующий и завершающий нашу секцию выступающий Дамир Хазрат Хусейнов, имам Мухтасиб, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Дамир Хазрат Рахмитейс. Бисмиллахир-рахманир-рахим. С именем Аллаха, всемилостивого, милосердного. Хвала Аллаху, благословение, приветствие посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и всем, кто следует их путем. Приветствую вас всех от имени председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфти шейха Раджи Гамудина и благодарю высокое собрание в лице его президиума, уважаемый Абдулвахид Эфенди, Тимур Эфенди, Федор Эфенди, и участников за возможность свидетельствовать, что религия ислам на всем протяжении своей истории и своей истории на Руси, в Российской империи и Российской Федерации всегда реагировала на потребности граждан, принимая ответственность за свое сообщество. Как и государство рассматривало ислам как источник созидания и вдохновения внутри общества и пыталось всегда осмысливать ее потребности внутри государства. Ведь религия – не что иное и что-то отличное от государства. Как может быть религия отдельно от государства, когда объектом отношений и религии государства является человек, гражданин, член политического, территориально-политического сообщества? И у истоков межнационального согласия на евразийском пространстве со времен древности стоял союз славянской и тюркской цивилизаций. Столетие за столетием они соприкасались, иногда с мирными, иногда с противоположными друг для друга интересами. Однако всегда их взаимодействие характеризовалось богатейшим культурным обменом. И даже война рассматривается иногда как лишь средство коммуникации, когда общности узнают, изучают друг друга и перенимают друг от друга методы, технологии ведения этих действий. Эпоха Золотой Орды – особый период в истории России, в истории Руси, который на настоящий момент до сих пор вызывает оживленные исследовательские дискуссии. Кто-то считает его губительным для народов Восточной Европы, но, обращаясь к его многогранному наследию, мы понимаем, что тюркская и исламская культура в момент собирания нового русского государства после распада Монгольской империи стала для него одним из важнейших образующих компонентов. Цитирую Николая Михайловича Карамзина, «История государства российского». «Москва обязана своим величием ханам». Цитирую Георгия Владимировича Вернадского, «Россия в средние века». Подъем Москвы как центра новой России, а в дальнейшем могучей Российской империи начался монгольский период. Имена Кузьмы Минина, Кириши Миннебаева
и Дмитрия Пожарского, возглавивших освободительное народное ополчение, князя Александра Невского, который именно в золотоордынских ханах, а не в рыцарях Тевтонского ордена увидел лучших союзников, подтверждает духовную единонаправленность русского и тюркского миров. К слову, схватка Александра Невского с немцами территориально состоялась совсем недалеко от Санкт-Петербурга, города, возведенного усилиями, в том числе татар, из завоеванных Иваном IV в середине XVI века Казанского и Астраханского ханств. Уместно будет сказать, что и позже, в XIX веке, Петербург продолжал быть центром притяжения для носителей татарской культуры. На Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета в должности преподавателя во благо Российской империи и своего народа работал выдающийся идеолог обновленческого движения российских мусульман, джихадизма, богослов и философ Хусаин Фейсханов. Наконец, именно в Санкт-Петербурге в 1900-х годах при поддержке эмира Бухарского Сьеда Абдуллаха хана была возведена соборная мечеть с сиянием лазурных изразцов в сочетании с архитектурой северного модерна, возвещающая о перевесе христианской и мусульманской цивилизации. В той же северной столице в стенах Восточного факультета была защищена первая в России докторская диссертация по исламской теологии Дамиром Ваисовичем Мухиддиновым, первым заместителем председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации шейха муфтия Равиля Гайнуддина. И в этой кузнице кадров российского востоковедения продолжают получать академическое востоковедческое образование студенты, имамы и специалисты Духовного управления мусульман Российской Федерации, чьи дальнейшие работы, изыскания существенно дополнят источниковую базу и обогатят российскую богословскую мысль. Наша прекрасная северная столица расположена всего в нескольких десятках километров от ближайшего соседа Финляндии. Известна своей татарской общиной. Благодаря традиционному исламскому образованию финские татары сохранили свой родной язык и культуру вдали от исторической родины, отдавая ей почтенную память и выражая таким образом единство с ней. Пользуясь случаем, я почтительно приветствую на нашем собрании главу татарской общины Финляндии Рамиля Хазратбеляева и благодарю его за внимание к историческим связям татар с северо-западным регионом Российской Федерации, ценные сведения о которых он изложил в своей монографии, представленной в нашем городе год назад. Мы считаем, что в таком бы свете не рассматривались судьбы российского государства, в дальнейшей перспективе его целостность, гармония в нем невозможны без крепкой дружбы между Востоком и Западом, тюрками и славянами. Ведь нас объединяет общее историческое прошлое и общее авраамическое духовное наследие, которое никогда в плане ценностных ориентиров не потеряет свою актуальность. Ведь в каждой из этих монотеистических религий есть набор символов, а мы живем в мире символов, брендов, трендов. Набор символов, конкретизирующих общее для всех понятия: Бог, Священное Писание, закон, этика, предания, пророки, верующие. Общее и схожее между авраамическими религиями объясняется и определяется тем, что они зародились и формировались в ближневосточной духовной среде, в неком котле, использовались и пользовались общим строительным материалом, общим субстратом. Однако каждая последующая религия закон шариат не копировала более зрелую, а формировала свою идеологию в соответствии с меняющимся ментальностью и общественно-политическими условиями. И в заключение, в преддверии проведения в следующем году нашей северной столицы большого международного форума, посвященного диалогу, а значит идейному сближению и практическому сотрудничеству, представители разных религий, культур и корпораций, я хотел бы поставить перед форумом две задачи. Это касается прежде всего выстраивания диалога внутри каждой религиозной и социокультурной системы. Первое. Ключевой проблемой мусульманской уммы, российской в частности, является проблема адекватности отечественной мусульманской элиты задачам, стоящим перед современностью. Вопрос не только о включенности в федеральную повестку, но и помощь государственным институтам в ее формировании. Как создать некое подобие общественного фронта, который будет стоять над субъектами диалога и позволит бы укрепить общественную федеральную повестку. Второе. В условиях растущей глобализации планеты, стирания национальных, культурных границ и повышения миграционных потоков актуализируется, даже становится вопросом преткновения, вопрос баланса между сакральным и гражданским. Проблема возникает именно в определении той грани
между допустимым с точки зрения религии и недопустимым гражданским либо политическим актом. Нужен порядок внутри, чтобы выстроить гармоничное сотрудничество с иным. Нужен инновационный подход, работа построена вокруг четкого, ясного понимания верующими, что есть религиозное действие, а что есть светское, гражданское. И это позволило бы придать монолитности нашему полиэтническому, полирелигиозному обществу. Абдульвахид Эфенди, у вашего форума есть возможность провести такую исследовательскую работу, дать расклад по каждой религии, выделив то поле, где гражданское право или политическая концепция, первое, не противоречит религиозному канону, второе, соответствует ему, может быть, в какой-то части, третье, раскрывает либо дополняет его канон, и четвертое, если не соответствует, то в силу каких причин и обстоятельств превалирует над ним. Решение этих вопросов форумом существенно облегчит диалог между культурами, основой которой является понятие и принятие. И говоря, Федор Эфенди, вы сказали о неком таком правительственном видении. Оно существует, и у меня в душе богослова, я им поделюсь. Нам нужно актуализировать исследования. Первое – наследие, и второе – наследников Золотой Орды. Потому что может быть так, что в скором времени это станет предметом спекуляции, как и происходит с победой, с ее ролью, ее наследием. И поэтому повестка, она должна постоянно тлеть, и подобное проведение собраний, общественной дискуссии, оно, конечно же, приветствуется и религиозными деятелями, и представителями гражданского сообщества. Еще раз благодарю. Барак здравейсяльник саулык. Бик зор рахмет. Спасибо большое за столь яркое выступление, Дамир Хазрат. Прежде чем передать слово Абдулвахиду Эфенди, я хотел бы резюмировать нашу сегодняшнюю секцию. Здесь у нас были очень яркие выступления. Резюмируя, я хотел бы сказать, что Руслан Эфенди говорил нам сегодня про феномен северных мусульман, и мы с ним предварительно договорились о том, что он нам сделает стрим в YouTube, более раскрыв феномен этого явления. Ну, говоря про северных мусульман, конечно, в первую очередь мы говорим с вами о татар. Хотел бы особо отметить два выступления также Зуфара Зайнуллина и Валиамеда Хазрата Гаязова, которые нам говорили о том, что значит, не только сами мусульмане стремятся к диалогу с государством, а государство также предоставляло позитивную политику по отношению к значит, мусульманскому меньшинству, что позволило динамично развиваться мусульманскому сообществу в этих странах. То есть про страны мы говорим Латвия, это Рига, и говорим про республику Коми. Исмаил Хазрат Шангариев особо отметил, значит, важность связи татар, проживающих в разных странах, с центром в Казани, с Татарстаном. Это, мне кажется, тоже очень важно, чтобы именно наш центр, Казань, Татарстан, объединяла татарский народ и, скажем так, духовно и национально окропляла. Дамир Хазрат Хусейнов сегодня выступил по очень актуальным темам. Это в первую очередь он отметил, значит, необходимость следовать сегодняшнему тренду, то есть не отставать от времени мусульманам. Сегодня тренд задают очень большие, значит, и социальные, значит, сети в интернете, и телевидение, и все развивается, и мусульманам ни в коем случае нельзя отставать, в том числе и в образовании, потому что он привел очень и хорошие примеры по поводу того, кто как защищался, кто как занимается, что называется, вживую. Также он отметил важность государственно-мусульманских взаимоотношений в свете строения общества. Нафиулла Хазрат Аширов, как аксакал, нам очень коротко, но емко передал свои приветствия и дал свои напутствия, чтобы мы с вами сохранили нашу религию, нашу нацию, наш язык и передавали его нашим будущим поколениям. Вот его был самый главный посыл. И последнее, я хотел бы передать горячие приветствия муфтия Республики Беларусь Абубакара Шабановича. К сожалению, из-за проблем со здоровьем он не смог с нами сегодня быть на этой конференции, но он передавал свой горячий привет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. И также обещал, что в тезисе своего выступления он вышлет
значит, в виде написанного, значит, артикля, написанной статьи. На этом я хотел бы еще раз поблагодарить Абдулвахид Эфенди за то, что пригласили меня сегодня и выступить, и вести эту секцию. Мне было очень приятно. Я получил массу хорошего, позитивного информации, чувств, эмоций. Иншаллах, дай Аллах, чтобы и мы в будущем также обсуждали самые наши насущные и необходимые вопросы также плодотворно. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Давайте. Нет, меня. Уважаемый, спасибо, уважаемый наш брат. Действительно, вот очень яркое было видение. И, очень яркое было видение вот этой панели, и мы должны анонсировать, что мы ведем сейчас переговоры с нашим хельсинкским братом, его активизации в рамках руководства исполкома нашей организации. Сейчас, вы знаете, мы вот оформляем юридически и организационно наше присутствие в Брюсселе. И большой сейчас именно взгляд на Западную и Северную Европу. И мы ведем переговоры, значит, с Рамиль Хазратом Беляевым об активизации его участия, роли вот, в исполкоме Европейского мусульманского форума. Вы сами убедились, что это более чем достойная кандидатура. И передавая слово от ведущего второй панели к ведущему третьей панели, это лидер Исламского центра мусульман Дании, известный общественный и религиозный деятель мой тезка Абдулвахид Педерсон. Я буквально две ремарки хотел сказать из того, что действительно мы считаем очень важным активизацию наших взаимоотношений с руководством Республики Татарстан. Сегодня перед нашей конференцией мы с нашими коллегами, с Федором Олеговичем и с Дмитрием посетили официального представителя Рената Фенди, значит, Валиуллина Республики Татарстан в Санкт-Петербурге. Сегодня же утром мы говорили с вице-премьером, с двумя вице-премьерами, я говорил, это Равиль Ахмедшин и вице-премьер Шахразиев, который является, кроме того, президентом Всемирного конгресса татар. И призываю всех вас, знаю, что у вас у многих лично есть такие сложившиеся отношения с президентом Татарстана, с его командой, мы должны все вместе сообща действительно посодействовать тому, чтобы вот этот вектор он развивался, и следующая наша конференция большая прошла в Казани, где мы все уже соберемся вживую и сможем пообщаться, подискутировать и с научными кругами Татарстана, который сегодня ярко представлял господин Айсен, и с духовенством Татарстана, и с руководством республики, которые уважаем, альхамдулилля, не только мы, татары, не только мусульмане Европы, а уважаемые во всем мире. И еще одна ремарка. У нас чуть-чуть здесь есть сбои по программе, они связаны чисто с техническими моментами. И передавая слово, значит, нашему брату шейху Абдулвахиду Педерсону, я попросил бы его первым дать слово известному нашему журналисту Руслану Курбанову, потому что он сейчас должен уходить на открытый эфир российского телевидения, главного канала, Первого канала, как раз по вопросу беженцев, что сейчас очень актуально и как раз связано в том числе и с Северной Европой, которую мы сегодня обсуждаем. Спасибо. Sheikh Abdulwahid, please. Yes, thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salamu ala habibina wa shafi'ana Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin wa tahirin. In the name of the Lord and with peace of blessings and with prayers of blessings and peace on our beloved Prophet Muhammad and his family and followers. First of all, I would like to thank my dear brother Abdulwahid Niyazov and his colleagues for setting up this conference, appreciating that it's difficult in
when you ask a number of imams and scholars and muftis to speak, it's difficult to we can say, keep time limits. We normally say, or I normally like to say, that you give the microphone to an imam or to a priest or to a lawyer, and we will keep talking until somebody will stop us. I don't say this to sort of be impolite. This is just because we are people who have a lot at heart, and there's a lot of things we want to mention once we get the opportunity to do it. And we certainly have heard a lot of very interesting messages today during these now 3 hours. Unfortunately, I will have to leave just after introducing myself and the panelists in this third session, because I have other obligations that I have to tend to, and I will not be able to stay on more than that. Let me just say very briefly, the history of Islam in Denmark is not very long. Islam basically came to Denmark in the late 60s, early 70s as the first step, but it's hard even to say that it was Islam. It was Muslim immigrants, but they were not focused on Islam. They were focused on earning money and establishing themselves either back in their homelands or in Denmark. We have seen over the last many years a lot of more effort on strengthening the position of Islam in the Muslim communities here, and we have, by the endless blessings of Allah, a great number of people coming into Islam, Danish people becoming Muslim. I had one at my office 2 days ago. I have more and more people coming into Islam. So, yes, more and more people are coming into Islam in Denmark, and that we see as a great achievement. Alhamdulillah. The speakers in this panel will, as I understand it, talk about Muslims in Northern Europe, the modern realities and perspectives. I would say we have, just very briefly, we have a reality now in Northern Europe, a reality with Muslims on the ground, and a reality that the politicians and the decision makers in European communities will have to live up to responsibly. They have to recognize that Islam and Muslims is a key factor in the fabric of European communities today, and that there is no way that this is going to change. Muslims and Islam are not going to leave Europe. On the contrary, we will more take our positions in society by our community members taking on important positions in private or public sector, and becoming influential members of society in different contexts. So Islam and Muslims are part and parcel of the modern Northern European, as well as, of course, Southern, Eastern, or Western European fabric, and it's something that the decision makers have to live. They have to take this seriously, just as we as Muslims have to take our role seriously and contribute to our local societies in the best of manners. And I'm sure that many of the speakers who will be after me, and I'm sorry to say I will have to leave once I finish this brief introduction, I'm sure that many of the speakers will also touch on the same ideas that I've just briefly outlined here. The first one will be Ruslan Kurbanov, who is a journalist, fellow of the University of Brussels, chairman of the media department,
and council member of European Muslim Forum based in Brussels, Belgium. After him, we will have Magomed Yandiev, who is a member of the Moscow City Duma, the Parliament of Moscow, I believe, member of the Council of the European Muslim Forum and based in Moscow, Russia. Then there will be Pastor Lavan Levushkan, who is a pastor of the Evangelical Lutheran Church of Latvia. He is a coordinator and editor-in-chief of the interreligious dialect project Dialogi Online, based in Riga, Latvia. And we will hear from Mufti Abdulaziz Diatko, who is Mufti of Karelia in northern Russia, is a candidate member of the European Muslim Forum and based in Petrozavodsk in Russia. And then we will have Sheikh Wissam Al-Bardwil, member of the Council of Muslim Scholars, secretary of the Knowledge Board of the European Muslim Forum, also based in Moscow in Russia. So with these words, very brief words of introduction, I wish I could listen to all of these good speakers coming up. Unfortunately, I have other obligations that are pressing on, and I will have to leave the meeting immediately. Thank you so much for this great initiative, and thank you for all the good word we have heard. And I wish you a very, very good continuation of this conference. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, dear Ustaz, for giving me a word and for introduction. And if you let me, I will speak Russian. Дорогие участники, дорогие единоверцы, еще раз приветствую вас. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Участвуя в данной онлайн-конференции, я узнал для себя очень много об истории братского нам татарского народа, который осваивал не только Северную Европу, но и Кавказ. Издревле кавказцы были очень тесно связаны с татарами. Дербент, как духовный центр Дагестана и Восточного Кавказа, принимал немало татарских братьев, желающих получить образование, немало выходцев из Дагестана, образованных людей, ученых людей уходили в татарские земли с проповедью, с миссией распространения ислама, укрепления знаний. Алхамдулилля, это все очень близко нашему сердцу, вызывает гордость и восхищение за наших предков, которые, несмотря ни на какие испытания, ни на какие расстояния, возносили Слово Всевышнего Аллаха во всех землях, куда они могли на тот момент добраться. Но, тем не менее, сегодня я кратко хотел бы коснуться более тяжелой, более сложной и драматичной темы. Это мигрантский кризис, миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Мы с очень большим переживанием наблюдаем за тем, как драматично и трагично развивается ситуация на границе, поскольку дело не только в судьбах самих мигрантов и беженцев, которые скопились на границе Польши, но самая большая проблема в том, что мусульманских мигрантов в очередной раз превращают в оружие. Вот прямо сейчас много комментаторов говорят, что мигранты, большие группы мигрантов, массовая миграция превращается в такое геополитическое оружие, которое может заполнять какие-то страны, которыми могут оперировать крупные игроки, противостоящие друг другу и так далее, и так далее. Нам ни в коем случае этого не хотелось бы, мирных представителей нашей религии, потерявшей кровь
потерявшие родину, потерявшие спокойную жизнь, из мирных людей, из мусульман, представителей самой мирной религии, делают оружие. Это страшная реальность, потому что до этого десятилетия из нас усердно делали террористов. Это тоже страшное оружие в геополитическом противостоянии крупнейших держав. Самое интересное, что пока мусульмане сами были хозяевами своих земель, никакого терроризма не было. Ни в период крестовых походов, ни в период завоевания мусульманских земель никакого терроризма в исламском мире не было. И как только мусульманские страны оказались в жестком подчинении западным державам, многим влиятельным западным державам, сразу в мусульманских землях появился терроризм. Естественно, мы с этим не согласны, мы оспариваем эти заявления, мы противостоим распространению, созданию такого имиджа мусульман. Мы никоим образом не позволим превращать нас ни в террористическое орудие, ни в миграционное орудие. Мусульмане — свободные люди, сыновья своей земли, приверженцы религии единобожия. Они следуют путем пророка Мухаммада, мир ему благословения, и покорны единому Господу. И мусульмане пришли в этот мир установить справедливость. И мы всеми силами должны противостоять тому, чтобы нас превращали в объект, нас превращали в орудие, нас превращали в инструмент. Поэтому с этим связано последнее заявление Европейского мусульманского форума, обращенное к мировым лидерам, о том, что мы всячески выступаем за то, чтобы этот кризис был разрешен как можно быстрее при диалоге лидеров европейских стран, лидеров стран Северной Евразии, постсоветского пространства. И мы надеемся на то, что эти две страны, Беларусь, Польша, в которых также проживают многочисленные татарские общины, с лидерами которых у нас самые тесные взаимоотношения, что они найдут общий язык и смогут разрешить этот кризис, который очень больно бьет по имиджу мусульман, и который очень больно бьет по судьбам конкретных людей, потерявших свой кров и свою родину на Ближнем Востоке. Искренне вас благодарю. Баракаллаху фикум ва джазакумуллаху хайран. Спасибо, уважаемый брат Руслан. Действительно, проблема беженцев сейчас более чем актуальна. Это сегодня главная новость, исходя из мировых европейских СМИ. В понедельник, будучи на траурных мероприятиях в Белграде, мы с нашими коллегами, согласовав эту позицию с единоверцами Беларуси, Литвы и Польши, сделали вот такое заявление. Оно сегодня распространяется. И сегодня на нашей конференции, конечно же, мы не могли обойти эту тему стороной. Эта тема, наверное, больше даже тема справедливости, justice, в отношении в современном мире, когда так называемые развитые страны вмешиваются в политику, причем военным образом, вмешиваются в внутренние дела ряда мусульманских стран. Это создает невыносимые условия для жизни в этих странах, и люди бегут из Сирии, из Ирака, из Афганистана, из Ливии, из ряда африканских стран. Бегут, естественно, бегут туда, где жизнь лучше, то есть где более стабильная, спокойная, мирная жизнь. Это прежде всего Европа, Северная Америка. И это должны понимать прежде всего политики, что в мире ничего не проходит безнаказанно. И если кто-то сегодня начинает где-то войну, даже далеко, он должен понимать, что эхо этой войны, оно вернется к нему, в том числе и через миграционные вот эти потоки. А, к сожалению, заложниками всей этой политики, и в том числе противостояния сегодня сохраняющегося внутри Европы, остаются бедные, несчастные люди. Вот один из них, это сирийский мальчик, молодой парень, погиб, его похоронили на древнем татарском кладбище в Бахониках в Польше. Вот, конечно же, мы скорбим, и самое главное, мы обратились с требованием к европейским политикам
скорейшим образом решить этот миграционный кризис, так как наступает зима, это европейская, это североевропейская зима. И если срочно не принять какие-то меры, то жертв может быть и десятки, и сотни, к сожалению. Также мы призываем политиков все-таки прекратить вот это противостояние в Европе. Мы, как Европейский мусульманский форум, выступаем за Европу без санкций, без окопов, тем более, без стен, за единую Европу, которая вместе и развивает культуру, сохраняет традиционные ценности, развивает экономику, столько проблем. А сейчас фактически снова Европа, как и во времена противостояния двух суперблоков, разделена на две части, не создает почвы для выхода скорейшего из кризиса, в который вошла Европа вместе со всем миром во время пандемии из-за коронавируса. И вот сейчас в том числе и миграционный кризис, он только усугубляет положение, причем по обе стороны вот этого противостояния. И наша позиция здесь, она такая миротворческая, она такая примиренческая. И во главу угла мы ставим, как люди верующие, все-таки гуманитарные ценности, ценности человеческой жизни. Люди не должны страдать. И мы не должны быть безучастны к тому, что там семьи, женщины, дети, они сегодня в лесах. И недопустимы спекуляции, используя беженцев. Но в целом вопросы нужно решать, прежде всего, прекратив вот эти вмешательства в военные интервенции в дела, в том числе мусульманских стран. И, к сожалению, ни одного положительного мы не видим такого примера, когда чье-то вмешательство военное, оно улучшило ситуацию. Наоборот, оно ее только ухудшает, причем в разы. И самый яркий, вопиющий пример – это пример 20-летней оккупации Афганистана. Мы видим, к чему это все привело. И ситуация только ухудшилась, причем ухудшилась в разы. И сегодня даже сами афганцы не знают, как выйти из этой трагической, этой катастрофической ситуации, которая сегодня сложилась. Разрешите, значит, Руслан, мы благодарим вас не только за участие сегодня, мы благодарим вас за вашу позицию и на российских СМИ, и на СМИ европейских, отстаивающие интересы мусульман, точку зрения мусульман. И мы просим вас и дальше держать в том же духе и надеемся, что ваш голос будет все более и более слышен, ваш голос, голос других наших коллег, которые сегодня и в рамках медийных пространств все более и более все-таки отстаивают интересы мусульман, высказывают позицию мусульман. И сегодня мусульмане уже не немые, как это было еще буквально лет 15-20 назад. Все-таки у нас тоже появляется голос, у нас появляется своя точка зрения, которую мы там при помощи таких людей, как вы и ваших коллег, наших собратьев, наших соратников, мы сегодня тоже, так сказать, пытаемся отстаивать точку зрения мусульман, мусульманского сообщества, 170-миллионного мусульманского сообщества Большой Европы. И, значит, вот именно от 170 миллионов мы и выступили в нашем заявлении, требуя от политиков как можно быстрее решить вот этот мигрантский кризис. Спасибо. И сейчас предоставляем слово другому нашему коллеге, уже политику. Это Магомед Индиев. Наш брат Магомед – это первый, пока единственный депутат Московской городской думы за всю историю существования мусульманин, причем он шел именно как мусульманин и победил как мусульманин в Москве, в городе, самом большом мусульманском городе европейского континента, ну не считая, конечно, Стамбул 17-миллионный, где мусульман где-то как раз около 16,5 миллионов. А в Москве мусульман, по разным данным, от 3 до 3,5 миллионов проживает. И вот представитель московских мусульман в городской думе, наш брат Магомед Индиев, вам слово. Салам алейкум. Слышно меня? Видно, надеюсь, или не видно? Может, свет включить? Салам алейкум. В Москве за десятилетия, наверное, много чего поменялось, но не меняется одна проблема – это пробки. Сегодня, конечно, какой-то ужас с этими пробками.
А так, если посмотреть то, что было 30 лет назад и сегодня, это две большие разницы. 30 лет назад москвичи делили всех на русских и нерусских. Все. Потом прошло время, немножко стали ослабевать, уменьшилась напряженность, и стали делить просто на, значит, русских и лиц кавказской национальности. Еще были чурки. Потом прошло еще какое-то время, вот эта вот область неприятия сузилась, и остались только чеченцы. Потом еще был очень короткий всплеск ненависти к грузинам. Но вот год за годом ситуация становится все мягче и мягче, и последние лет 10, на мой взгляд, ситуация достаточно стабильная и такая мирная, хорошая. Меня она в целом устраивает. Я считаю, что уровень взаимоотношений людей находится на нормальной высоте. Вот. Но это вот как бы вот с одной стороны взгляд. Да, теперь с другой стороны, если мы посмотрим, мы увидим, что у мусульман со своей стороны есть очень большая проблема. Она связана с нехваткой мечетей. В то же самое время органы власти Москвы реализуют программу строительства православных мечетей. Естественно, возникает недоумение, почему же так? Если бы, например, все зависело бы только от московских властей, уверяю вас, была бы программа 200 мечетей наряду с программой 200 церквей. Проблема не в московской власти. Проблема в отношении людей. И вот здесь вот вопрос такой, что вот на раз-два, вот так, на щелчок изменить ситуацию и понастроить мечети невозможно. Хотя проблема совершенно очевидна. И те десятки тысяч людей, мусульман, которые молятся вокруг мечетей, перекрывая движение, затрудняя доступ местным жителям, это все очевидная вещь, все это видят. Но тем не менее справиться с этим тяжело, потому что достаточно много людей не готовы к тому, чтобы в Москве появились мечети. И тут надо работать. Одна мысль напрашивается в голову, что, наверное, надо как-то выстраивать отношения с православными батюшками и как-то им рассказывать им, что такое ислам, как это работает, что это такое, чтобы они не воспринимали нас как, допустим, противников. Вот. Но, наверное, есть еще какие-то способы изменить ситуацию к лучшему. Но вот мы для себя разработали такой проект, он такой исторический, с историческим уклоном. Наш коллега Дамир Хайвиддинов, он, вы знаете, автор большого количества работ, защитил докторскую диссертацию. Вот. Он подготовил небольшой текст, брошюру, в которой описан чрезвычайно ценный опыт древней Москвы. Вот сейчас это будет звучать удивительно, но оказывается, в древней Москве, вот только-только созданной, уже были посольства, представительства огромного количества национальностей и других стран. И Кавказа, и Крыма, и Персии, я имею в виду кавказских регионов, и Персии, и среднеазиатских территорий. И они-то, главное, жили, имели землю, в том числе владели землей и имели дворы на территории Кремля. Вот, мы подготовили совместно эту брошюру к изданию. Очень хотелось показать вам эту брошюру. Мы должны были ее получить в понедельник, потом ее перенесли, срок получения брошюры завтра. Она такая небольшая, красивая, и в ней описан вот этот бесценный опыт совместного проживания людей в Москве. И мы планируем совместно с Советом муфтиев, их волонтерами, нашими волонтерами, раздать весь тираж брошюры на улицах в самое ближайшее время москвичам. Мы хотим познакомить москвичей с той замечательной, прекрасной историей, которая у этого города есть, в части взаимоотношений разных национальностей. Помимо этого, мы закладываем маленький фундамент под то, чтобы сделать следующий шаг, а именно по тем посольствам, представительствам, по которым четко и понятно, где они находились, где есть их адреса, где известны их адреса точные. Мы планируем уже следующим шагом после брошюры, мы планируем
просить московские власти установить там либо доску, либо памятный знак, где было бы написано, что здесь находилось такое-то подворье. Там Ногайский двор, Ханский двор, Татарский двор и так далее. И вот так постепенно мы планируем развивать эту тему, и, надеюсь, со временем дойдем и до мечетей, которые были в Древней Москве, сможем найти их точные координаты и также указать их месторасположение. И вот таким вот образом внести свой маленький посильный вклад в укрепление мира и согласия в столице Российской Федерации. Вот вкратце то, чем мне хотелось с вами поделиться. Я благодарен уважаемому коллеге Ниязову за эту замечательную конференцию и возможность выступить. Спасибо, Абдул-Вахид, огромное. И, как депутат Москвы, к вашим услугам. Спасибо. Спасибо, дорогой Магомед. Действительно, вот эту инициативу, которую Магомед начал, ее, кстати, поддержал и председатель Московской городской думы. Мы встречались как делегация Европейского мусульманского форума. И мы в ближайшее время надеемся, вот мы предлагаем наших сопартнеров по сегодняшней конференции и Федора Ильича Дмитрия принять в этом участие. Это очень важно. Действительно, там есть данные исторические, что на территории Кремля современного, значит, 200, по одним данным 240, по другим данным 270 лет находилась мечеть в рамках Ордынского подворья, потом Касимовского подворья. Кстати, последней хозяйкой этого подворья была наша родственница, сибирская ханша. Вот. И интересно, что Павелецкая площадь многие знают. И, кстати, там был Ногайский двор, и там тоже была мечеть. Вот. И вообще, по разным данным, в ранние времена Романовых и поздние времена Рюриковичей до патриарха Никона в рамках Москвы было 7 мечетей. Вот. Но вот сейчас эти исторические данные они поднимаются. И в этом большая заслуга нашего дорогого брата Магомеда Индиева, депутата Московской городской думы. А вот как раз посыл Магомеда по поводу православных, не все, наверное, знают. Я хотел бы нашим иностранным коллегам тоже вот заострить ваше внимание. Вот наш друг Дмитрий Пахомов, он в России уже широко известен тем, что он помогает мусульманам Москвы, Санкт-Петербурга, значит, добиваться строительства мечетей в этих мегаполисах, где есть крайняя необходимость, недостаточно. В Москве сегодня 6 мечетей, в Петербурге всего 2, ну, помимо мусалла, помимо молитвенных помещений, мечети, как зданий. И организацию, которую возглавляет Дмитрий, они очень активно и в СМИ, и в общественном пространстве, значит, помогают, выступая в поддержку мусульман, как православные, для гармонизации общей ситуации, именно ставя акцент на том, что необходимо большее количество мечетей и в Петербурге, и в Москве, обращаясь и к мэрам этих городов, и к президенту Российской Федерации. Дмитрий, тогда небольшой ремарку. Так, благодарю за возможность сказать несколько слов. Действительно, проблема нехватки мечетей в России – это колоссальная проблема. У нас во многих регионах, мегаполисах, правильно сказали, потому что во многих регионах, я не говорю про Татарстан, где православных храмов вполне достаточно, и новые строятся, да, и мечети, соответственно, в Республике Кавказа, даже в Ульяновской области уже, по-моему, около 30 мечетей. Да? То есть, а вот в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных мегаполисах, кстати, к сожалению, большая проблема. Я состою в нескольких комиссиях, в свое время состоял в комиссии при управлении Федеральной миграционной службе, точнее говоря, общественно-консультативном совете при Федеральной миграционной службе по городу Москве, сейчас в комиссии по вопросам миграции при правительстве города Москвы состою, и я регулярно поднимаю вопросы и над своей организации, и на этих мероприятиях о нехватке мечетей для мусульман. Потому что ситуация, к сожалению, достаточно плачевная. Муфтий Равиль Гайнудин в своих речах постоянно называет цифру в 4 миллиона человек, приближающуюся к этой цифре, но ему отвечает правительство города Москвы, в частности, господин Сучков, которого я, безусловно, уважаю, руководитель профильного департамента, что у нас, вот, согласно официальным данным, порядка 700 тысяч человек, это он якобы завышено.
Вот. Но вы знаете, к сожалению, величайшему вот подобного рода действия приводят к очень негативным последствиям. И та вот борьба с экстремизмом, которую у нас сейчас провозглашают, она просто обнуляется в связи с тем, что представители муфтиятов, лицензированных государств муфтиятов, правильных муфтиятов с точки зрения государства, в частности Думы РФ, они не имеют возможности работать с паствой. А кто работает с паствой? Да? Вопрос. И то же самое в Санкт-Петербурге. Здесь я не буду сейчас говорить о местной ситуации, но я скажу так, что это наша общая задача, и православные, и христиане разных конфессий. Мы должны объединяться для того, чтобы иудеи, для того, чтобы помогать нашим братьям-мусульманам в их праве на молитву. Мы 1 июля в Институте стран Европы провели круглый стол «Право на молитву», создали форум «Право на молитву», вот. Но нам пытаются палки в колеса, к сожалению, вставлять. Но мы работаем и будем работать дальше. Спасибо, уважаемый Дмитрий. И мы тогда двигаемся дальше по нашей программе. Мы уже практически завершаем, у нас несколько осталось выступающих. И среди них еще один выступающий из Латвии, из Риги, любимой всеми нами Риги. Это Павел Леушкин, пастор Латвийской евангелической лютеранской церкви, издатель экуменического портала, координатор и главный редактор проекта межрелигиозного диалога «Диалоги онлайн», основатель Балтийского центра созерцательной жизни. Пожалуйста, уважаемый отец Павел, вам слово. Да, спасибо большое. Надеюсь, что меня слышно хорошо. Да, если меня слышно хорошо, я продолжу. Спасибо большое. Я хочу выразить благодарность вам за возможность участвовать в вашем форуме, в вашей конференции и выступить здесь. Ну, прежде всего, я благодарю всех выступающих до меня, потому что они подарили огромное количество чрезвычайно ценной, важной и новой для меня информации, которая меня неизмеримо обогатила. Меня зовут Павел Левушкан, я священник Русской евангелической лютеранской общины Богоявления в Старой Риге. И буквально два слова я скажу в начале о Латвии. Латвия вообще выделяется на постсоветском пространстве своими традициями религиозной толерантности и мирного сосуществования этносов, культуры, вероисповеданий. По некоторым данным, в советские времена более 40% браков были межнациональными, и это был на тот момент самый высокий уровень среди всех республик бывшего Советского Союза. Межнациональный характер браков подразумевал часто и их межконфессиональный характер. В Латвии никого не удивляет, если муж и жена принадлежат к разным конфессиям или даже религиям. Местные церкви даже вынуждены были создавать особые правила для венчания подобных пар. В стране нет главенствующей конфессии, лютеране, католики, православные, включая староверов, составляют примерно плюс-минус около 1/3 верующих каждая, ну, с небольшим статистическим разбросом в большую или меньшую сторону. Некоторые малые конфессии, такие как баптисты, тоже считаются историческими, имеют признание государства и особые льготы для участия в капелланском служении и в вопросах признания церковных браков. Но о ситуации с исламом, конечно же, очень хорошо сказал уважаемый Зуфар Зайнуллин, и я не буду повторяться, я просто всех обращу, наверное, к его выступлению, намного более полному, чем это подготовил я в своих тезисах доклада. Проект межрелигиозного диалога, о котором я сегодня хотел немного рассказать, родился в Латвии в 2016 году. По инициативе 3 человек. Это был я, лютеранский священник, буддийский учитель традиции Тхеравада Игорь Домнин и философ-методолог Игорь Злотников. Он был создан на базе фонда Святого Мейнарда и нашего Балтийского центра созерцательной жизни. В дальнейшем к проекту подключались в разное время иудеи, мусульмане, католики, православные, а также представители Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и некоторых других новых религиозных движений. В 2018 году по инициативе Латвийского общественного радио «4 Домская площадь», которая вещает на русском языке, был создан проект передачи межрелигиозного диалога «Беседа о главном». И в рамках передачи представители главных религиозных течений обсуждают актуальные для простых людей вопросы: семья, деньги, жизнь, смерть, совесть, истина, брак и многое другое. К участию приглашаются поочередно в рамках такой ротации представители традиционного христианства, лютеране, католики, православные, староверы, различных направлений, представленных в Латвии ислама, иудаизма и буддизма. И в первой передаче принимали участие как раз я, Равин Каалев Крелин, представитель Латвийского центра исламской культуры Янис Луцинш,
и вот буддист школы Тхеравада Игорь Домнин. Ну и в дальнейшем к проекту присоединялись все. От исламских общин участвовали уже упомянутый Янис Луцинш, а затем был имам мусульманского центра «Мирас» шейх Мухаммад Гига. Но в последние месяцы часто участвовали также русскоязычный имам из Кёльна Ибрагим Нур. К огромному сожалению организаторов, пока нам сложно, еще хочется выстроить более широкое представительство мусульманской общины, и, конечно же, мы рады всегда участию. Главной особенностью проекта межрелигиозного диалога на Латвийском радио является то, что стороны стремятся избегать конфронтационных тем и религиозно-политических вопросов. Основной посыл редакции, а это их инициатива была, рассказать слушателям, как представители традиционных религий отвечают на запросы обычных людей. И благодаря этому передача вызывает интерес и имеет достаточный рейтинг для продолжения выхода уже в течение более 3 лет. Ведущая Людмила Вавинская так определяет ее конфессию. Приходит время, и мы задаем себе, а иногда другим, вопросы, которые волновали человечество исконе веков. Но есть мудрость, заложенная поколением людей, которые верят в определенную историю уклад мира. И, возможно, именно эта мудрость поможет вам в какой-то момент понять, что происходит и как жить дальше. То есть основной посыл – обращение к мудрости религиозных традиций. Вот только некоторые из тем, которые поднимались в программах с участием в том числе и мусульман. Принуждение или смирение, на все ли Божья воля, как обрести и не потерять надежду, молитва, в чем ее сила, как справиться с болью и так далее. Благодаря неформальным связям и общению между священнослужителями разных направлений появились и другие проекты. Передача выступила своего рода их катализатором. Так, например, параллельно с передачей на радио возникла идея организации серии сессий межрелигиозного диалога на различных площадках. До пандемии удалось провести 3 очных встречи. Это было мое выступление в буддийском центре Дрикун Кагью на тему медитации в буддизме и христианстве, ответное выступление Игоря Домнина в лютеранской новой церкви Святой Гертруды в Риге, это около исламского культурного центра, буквально соседнее здание. Затем в феврале 2019 года был буддистско-мусульманский диалог с шейхом Мухаммадом Гигой, там же в Дрикун Кагью на тему беседы о религии и ислам, и в марте буддистско-иудейский диалог с раввином Израилем Айзеншарфом. Еще одним проектом межрелигиозного диалога стали экскурсии по сакральным местам Риги. За 2 года с момента начала проекта до пандемии прошли такого рода экскурсии в лютеранских католических храмах, в Доме собраний Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, в синагоге. Мы были бы очень рады также устроить подобную экскурсию после окончания мер санитарного ограничения в исламском культурном центре, чтобы все желающие могли бы лучше узнать историю и настоящее исламской умы в нашей стране, в Латвии. Также мы принимали участие вместе с организацией «Хочу помочь беженцам» в сборе теплых вещей для иракских беженцев на латвийской границе во время последнего приграничного кризиса, и, предвидя возможный новый кризис, о котором вот только что мы упоминали, мы сделали такой небольшой запас, сделали небольшой контейнер, где находятся теплые спальные мешки, одеяла и прочее, для того, чтобы помочь людям таким образом, как мы можем, насколько мы можем это сделать. После начала пандемии пришлось искать новые формы для межрелигиозного диалога, и такой формой стал портал диалоги.онлайн, который существует сейчас. Это открытая площадка мировоззренческого диалога, к участию в которой приглашаются все религии. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить к сотрудничеству участников данной конференции. Мы занимаемся и публикацией оригинальных материалов на русском языке, и делаем переводы статей, интервью и даже небольших книг для публикации в электронном виде. Наш метод – это рецептивный экуменизм. Я объясню, что это такое. Рецептивный экуменизм – это такая новая концепция, которая завоевывает все больше уважения. Вместо того, чтобы спрашивать, чему другие традиции должны учиться у нас, мы спрашиваем, чему наша традиция должна учиться у них, что мы можем получить, общаясь с представителями другой конфессии. Например, для меня опыт общения с мусульманами очень воодушевляет в собственной религиозной практике, в преданности священному писанию, в преданности молитве и благотворительности. Здесь мы опираемся на 3 принципа межрелигиозного диалога, которые были предложены лютеранским епископом Кристером Стенделем. Он в свое время сформулировал их следующим образом. Первый принцип. Пытаясь прийти к пониманию другой религии, надо обращаться к вопросам к ее последователям, а не к ее врагам. Второе. Ни в коем случае нельзя сравнивать самое лучшее у вас с худшим у них. И третье. Необходимо оставить в своей душе место для святой зависти,
то есть способность находить в других религиозных традициях элементы, которыми мы восхищаемся или желаем, чтобы они стали частью нашего опыта. И вот в рамках проекта «Диалоги онлайн» опубликованы сотни материалов, организовано несколько интервью, даже сессия межрелигиозного диалога с участием Далай-ламы. В 2022 году одним из приоритетных направлений нашего проекта является углубление диалога с исламом в контексте религиозного осмысления европейской культуры и европейских ценностей. И здесь вот эта встреча с Европейским мусульманским форумом, я считаю, конечно же, является провиденциальной. В дальнейших планах это инициатива создания в Риге Дома межрелигиозного согласия, где в одном здании, но на разных площадках, без синкретизма и смешения, были бы представлены христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Мы открыты для сотрудничества со всеми и будем рады любым советам, любым предложениям, которые помогут реализовать эту мечту, которая родилась в 2016 году, еще раз напомню, у 3 мечтателей, которые доверились Богу и начали вместе путь согласия и примирения верующих людей. И я верю, что в 2022 году и наш проект, и наша команда обогатится исламским голосом, исламским участием, и мы сможем действительно рассказать всем жителям Латвии и европейцам, которые говорят на русском языке, о достоинствах ислама, о его вкладе в нашу общую культуру и в будущее. Спасибо за внимание. Я извиняюсь, я сказал Левушкин, Левушхан. Действительно, у нас Европейский мусульманский форум, у нас очень неплохие складываются взаимоотношения с лютеранскими церквями. Может быть, вот я думаю, даже сделать какой-то круглый стол, даже можно пока онлайн, ну, с учетом всех этих ограничений, мусульманско такой лютеранский, потому что глава эстонской лютеранской церкви участвовал у нас на круглом столе в Таллине. В 2019 году мы посетили руководство лютеранской церкви в Дании, значит, и в Копенгагене, и в главном, значит, кафедральном соборе королевском, это недалеко от Дании, вот недалеко от Копенгагена, там другой город исторический, я не могу сейчас вспомнить название. Кроме того, мы встречались с руководством лютеранской церкви Гамбурга во время нашего общеевропейского совещания после трагедии в Крайстчерч с участием выжившего имама Крайстчерч, вот это города в Новой Зеландии, который, вы знаете, ну, который потерял более 40 человек своего джамаата. И надо сказать, что также у нас была очень памятная встреча с главой лютеранской церкви Исландии. Исторически такой был наш визит, где мы встретились с президентом Исландии, и глава церкви, она пришла в мечеть и практически целый день находилась с нами в мечети, и это было впервые. То есть вот у нас есть такой неплохой опыт взаимодействия с лютеранами, который, я думаю, надо развивать и продолжать, и давайте, может быть, вы возьмите на себя роль такого модератора, а мы со своей стороны продумаем, кто мог бы от нас быть таким модератором. Может быть, это будет Анвар Туими, секретарь Исламской ассоциации Скандинавии из Копенгагена. У него есть хороший опыт взаимодействия именно с лютеранской церковью. Может быть, еще кто-то мы подумаем, и тогда с вами свяжемся через нашего уважаемого Дмитрия. Мы поддержим эту инициативу и готовы принять в ней участие. Спасибо. Теперь мы предоставляем слово нашему дорогому брату, муфтию Карелии. Это недалеко здесь, по соседству. Это, значит, Карелия очень интересная такая земля, где живет народ, родственный финнам, но они православные в массе своей. Сейчас там появились и мусульмане. А муфти Карелии вообще человек такой, ну, достойный того, чтобы отдельно о нем сказать. Он сам белорус, жена его тоже белоруска, причем жена его единственная женщина, член Совета алимов, ученых Духовного управления мусульман Российской Федерации. Сам муфти Карелии Абдулазиз Дедко является ветераном краповых беретов и имеет боевой орден, значит, Красной Звезды за освобождение заложников еще во времена Советского Союза в Абхазии. Он спас не один десяток жизней, о нем даже снял BBC специальный фильм. Вот. И вот когда он пришел в ислам через наших братьев-ингушей, мы недавно вместе с ним были, посетили Чечню, Ингушетию, встретились с руководством этих республик. И очень интересно, что
со своей женой тоже белорусской, они-то познакомились где-то в Уэльсе, и он получил образование тоже в Уэльсе. То есть он прям такой европейский муфти белорус, значит, получил образование в Уэльсе, сейчас является главой мусульман Карелии. Шейх Абдул-Азиз, вам слово. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые члены конференции, мир всем участникам, огромная благодарность руководителю мусульманского европейского форума Абдул-Вахиду Ниязову за то, что он дал мне возможность участвовать в этой конференции. Я получил много полезного для себя. Историческое наследие мусульман Российской Федерации. Немного хотел бы вам, наверное, рассказать о истории ислама в Карелии. По сравнению с Волжской Болгарией, которая 1100 лет изучает в этом году, в следующем, мы, конечно, младенцы. Видео включено. Шейх. Вы не видите меня? Нет, мы не видим. У вас слабый интернет, сказали, не пройдет. Хорошо, шейх, тогда будем вас слушать, да. Да, вот я продолжу, что по сравнению с Волжской Болгарией мы, конечно, младенцы, потому что в Карелии ислам появился совсем не так давно. Можно отметить 3 этапа становления ислама в Карелии. Первый этап – это принудительное переселение. После Второй мировой войны на освободившейся территории, там, где были финские хутора, принудительно были переселены башкирские татары для того, чтобы они жили на этих хуторах. Это первое появление мусульман в Карелии после Второй мировой войны. Далее всесоюзная стройка, строились градообразующие предприятия, как ГОК, Костомушские, горно-обогатительные где добывают до сих пор железную руду, образовался город Костомуша. И вот туда приехали уже добровольно мусульмане, опять же татары, для работы. И таким образом остались жить уже больше как бы религиозным разъездом студентов из арабских стран, разных, и Египта, и Палестины, и других. Они учились в медицинских институтах, университетах и остались, завели семьи. И вот в 2000 мусульман Республики Карелия, и руководителем был шейх Исам Али Бардвил, первый муфтий Республики Карелия. Вот развитие этап ислама, можно сказать, даже с 2000 года, в конце 90-х годов. То есть мы младенцы по сравнению с Волжской Болгарией. Но успехи, альхамдулилля, есть. У нас есть и центр мусульманской мечети, и в 4 других городах молебные помещения. Зарегистрированы 9 религиозных и 2 общественные организации. У нас проводится хорошая работа по воспитанию как взрослого населения мусульман, так и молодежи и детей. В центре работают просветительские занятия, благотворительное направление, развита помощь пожилым людям, неимущим, причем не имеющим национальности и религии, нету разницы. Взаимодействие у нас с военными, приглашают для встреч с военнослужащими. Также у нас хорошее взаимодействие с Русской Православной Церковью на основе воспитания осужденных. В колонии Карелии пребывает много мусульман, и совместная работа по воспитанию осужденных также мы проводим. То есть можно сказать, что, альхамдулилля, то есть наш вклад в развитие общества и направление на благое существенен. На самом деле в сердцах людей откликаются вот общечеловеческие вот эти принципы, которые неприемлемы для всех. Это взаимопомощь, это терпимость, да? Это не остаться без внимания к проблемам близкого человека, несмотря на национальность и религию. И, конечно, это девиз ислама, и наша религия основывается на этом. И люди это видят и очень хорошо отзываются о мусульманах, которые видят в нем благое. В чем в основном проблема у нас? Это, конечно, миграционные потоки, то есть костяк мусульманского сообщества Карелии, он в меньшинстве. В основном, конечно, это иммигранты, приезжающие на работу и уезжающие. То есть только начинается процесс
просвещения и воспитания, как уже через какое-то время покидают, приезжают другие. Вот мы всегда в стадии такого, да, начального просвещения, воспитания, потому что большинство мусульман составляют иммигранты. И, естественно, взаимодействие с другими государственными структурами, как Общественный совет МВД и другие. Мы, конечно, болеем за нужды мусульман и пытаемся всячески помогать сообществу мусульманскому через эти государственные структуры. Вот, в принципе, небольшая такая характеристика о Карелии. В конце можно сказать, что это территория 180 тысяч квадратных метров, население 610 тысяч человек. Как сказали уже ранее, что основная составляющая в прошлом карелов это были финно-угорские и прибалтийско-финские племена, карелы, саамы и вепсы. Но сейчас на территории Карелии проживают 140 национальностей. 140 национальностей. Вот, в принципе, Карелии. Спасибо за внимание. Шейх Абдул-Азиз, в ближайшее время мы намерены посетить делегацию вашу, гостеприимный Петрозаводск. Вот, и с помощью Всевышнего, надеемся, нам удастся провести хорошую реконструкцию с помощью наших ингушских братьев вашего замечательного центра. Сейчас, сейчас мы завершаем нашу панель. Из-за того, что мы на целый час выбились из графика, у нас, шейх Висам Бардвиль, у него занятия, и он не мог их перенести. Он, свой доклад подготовит. Это основатель Духовного управления мусульман и Карелии, и Мурманской области. Это все здесь тоже, север, российский север. И, шейх наш Аскари, Карим Аскари, глава мусульман Исландии, он передаст тоже свое выступление в письменном виде. У него там, оказывается, проблема с ребенком по здоровью, и поэтому он до сих пор там в больнице. Мы сделаем два, чтобы, да, все было хорошо. Вот, и действительно, шейх Карим, он организатор многих мероприятий в Рейкьявике, и мечеть там прям в центре столицы Исландии, и наш приезд последний, который был туда, был, ознаменован встречей такой исторической с президентом Республики Исландия и с главой лютеранской церкви. Она пришла к нам, в мечеть, и мы провели там несколько мероприятий с ее участием. И уже по сложившейся такой традиции мы передаем слово для подведения итогов сегодняшней нашей конференции, которая практически 4 часа была в прямом эфире онлайн и объединила представителей 17 стран. Практически вся Северная Европа участвовала, все без исключения страны. Если кто-то не выступил, то участвовали как Великобритания, Голландия, Бельгия, Германия, Польша, их лидеры были вместе с нами, но без выступлений. И мы завершаем, передавая слово как раз Великобритании. Основатель Исламского совета Великобритании, первый сэр от мусульман, друг королевской семьи, человек, который очень много делает для мусульман, не только Великобритании и Европы. Достаточно вспомнить его стоические усилия по поводу решения проблем, связанных с ковидом у мусульман Шри-Ланки. Это наш уважаемый сэр Икбал Сакрани. Сэр Икбал, вам слово как нашему ментору, нашему учителю. Предоставляется возможность завершить и подытожить сегодняшнюю нашу конференцию. Please, Your Excellency. Thank you, Brother Abdul Wahid. Jazakumullah khairan for giving me the floor. Bismillahirrahmanirrahim. We praise Almighty Allah for enabling us to successfully complete this very important conference, Islam in Northern Europe, with great emphasis of the Tatar factor
from the time immemorial to the present day. May I also, on behalf of the board of the European Muslim Forum, convey our apologies for the time it has taken, much more delayed than we had anticipated. But Alhamdulillah, we wanted to accommodate as many speakers from different parts of the Europe as we can. And I think inshallah next time, we hope that our moderators, who have done a brilliant job today of conducting the conference, will be able to be more stricter so that we can finish our conference on time. But Jazakumullah khairan for all of you who have stayed in the conference for nearly 4 hours. My respected scholars, distinguished speakers, it has been absolute pleasure hearing all of you today on this very important topic. We, of course, the conference today gave us an opportunity to hear first time from various speakers of Europe, and in particular the Greater Europe, which included Russia, the European Union, and the UK, to show and to explain the background and history of Islam, in particular in Northern Europe. I found the speeches very invigorating, very interesting, and of course, much more educational to all of us. But the key message that came out from nearly all the speakers is that Islam is here to stay in Europe. It's not just only here to stay, but inshallah, progress in a very positive and a dynamic way. Islam in Europe is part of the mainstream religions. It is no longer a faith that is on the fringe. We play an important role in politics, in economy, in business, in social welfare, in every aspect of our daily life. And this, we are trying our best to discharge that heavy responsibility which each and everyone has in terms of our position, whether we are muftis, whether we are professors, whether we are doctors, or whether we are businessmen. This is something as Muslims we are able to discharge in a positive way. We also, the message came out today that there were few important areas of concern to Muslims in Europe. The most important, what we witnessed today, is the issue of Islamophobia. It is rising through nationalism, through fascism, and other extreme ideologies that are also growing in Europe today. We as Muslims can play the best role by conveying the true message of Islam, the message of peace, the message of understanding, and the message which our beloved Prophet ﷺ gave us during his hardship when he experienced the difficulties in Mecca and later on during his travels in other parts of the world as well. So the message that was conveyed by the speakers today, which was heartening, is that the original message of the Prophet ﷺ needs to be brought in our countries, wherever we live, so that we have better understanding. Of course, there will be elements who will always oppose Islam, who will oppose for the sake of our faith. But then Allah is the best of planners. We have a duty to discharge, and we leave rest to our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, to protect us and guide us. The other important issue that was raised today is that Islam is not a new religion in Europe. The Tatar community brought Islam centuries ago. And although many speakers mentioned that the Tatar community is diminishing, but the fact is the Muslims in all the European countries are increasing. So this is something which we must take pride about, that the message of Islam, as much as opposition comes in, the truth will always prevail.
And that's why we have a duty to continue our work. The other message that came out today from a number of speakers is that Muslims live side by side with people of other faith and other religions. And of course, that is part of our teaching. Lakum dinakum waliyadin. So we do our work as far as our deen is concerned, and we leave rest to them to carry out their deen. But we must cooperate, we must work together for the work, for the betterment of the common good. And this is crucial in this time of crisis, where people of faith must work together. There are other ideologies, other messages that are more harmful to Islam, and therefore this is what we need to really work on. It was also emphasized by some of the speakers that the role of the 170 million Muslims in Europe is crucial. And we need to continue to play our role in politics, in businesses, and other social welfare in public areas. There is a huge benefit which the communities can get if the true message of Islam is given. So let us be determined to carry out that message. Some of the speakers emphasized the rich history of the Tatar community going back centuries and establishing Islam permanently in those countries. It is important that some of the countries like Latvia and others, where there's need for masajids, mosques, the European Muslim Forum, inshallah, will try to assist in establishing more places of prayers so that our people of our deen are able to perform the regular prayers and see for themselves. There's also a point that came up that the issue of migrants, where the European Muslim Forum has issued a very powerful statement. We cannot forget that these are human beings and that no political ideology or political movement can carry out inhumane acts. The least we could do is speak against it. And each one of us comes from our different countries. We need to lobby our governments, our parliamentarians, that they must bring an end to this inhuman treatment of migrants coming in. We have a huge responsibility. Vast majority of them are Muslims, and therefore in each of the countries, we must be welcoming. We must try to take care of the needs. We must pressure the governments that they have a responsibility under international law, under European conventions of human rights, the various international legislation that exist under the United Nations, all of them give protection for migrants. So we should do our job on that. Finally, my respected, it will take me a long time to summarize all the discussions that have taken place. It will take 1 to 2 hours more. And we haven't got time for it. We have already taken sufficient time. So I would simply conclude by first and foremost thanking our president of the European Muslim Forum, Brother Abdul Wahid, for, alhamdulillah, his efforts and his team in the executive committee to organize this important conference, to bring to our knowledge the understanding of the Tatar community, the historical background, the role they have played, and inshallah, the positive role they're going to play. May I also take the opportunity to thank all the moderators, including, of course, our Mufti from Lithuania, who has played an important role, Mufti Ramos, in, mashallah, conducting the affairs, along with the other moderators who, mashallah, have done a wonderful work today under the difficult time of getting everybody to speak on time. And of course, we should not forget the people behind the scenes. We are here in the front, but there are people who are working behind the scenes as well. To bring this conference, there's so much of effort, time, and money which is spent in organizing this conference. And therefore, we appreciate the people who have supported us, Brother Shamil and many others in the executive committee, for bringing everybody us together. This is an opportunity, not just for the conference, but an opportunity for us to hear each other, to see each other, to listen to each other. And this will, inshallah, bring the hearts
of Muslims in Europe together. This is what European Muslim Forum is all about. It wants to bring, irrespective of the ethnicity, nationality, political background, social background, we are all Muslims, and alhamdulillah, bring them together for the cause of Islam to further, so that everyone in our country, not just the Muslims only, the humanity can benefit from it. So we pray Allah subhanahu wa ta'ala to grant us success in our work, in our efforts that we are doing, which inshallah will reward us, inshallah, the day of Akhirah, when we meet Allah subhanahu wa ta'ala, we can be proud and say, oh Allah, we did do our work the best we could do. We had responsibility. Each one of us is a responsible position, and it is a big responsibility to discharge. Therefore, the challenges ahead of us are greater, but inshallah, we will be able to work through it together. So with those words, with closing words, on behalf of the European Muslim Forum, I would like to thank every one of you for your contribution today, for your valuable contribution, the time that you've given to us. And we hope Allah subhanahu wa ta'ala will reward all of us for our time and effort on this occasion. I'll pass on to Abdul Wahid for our Sheikh to do the dua, and then we can conclude the conference. Jazakumullah khair with that. Спасибо, уважаемый сэр Игбал Сакрани. Действительно, вот завершая сейчас уже нашу сегодняшнюю конференцию, мы, кстати, выбились из графика на 1,5 часа, планировалось 2,5, мы полные 4 часа отработаем. Сэр Игбал Сакрани действительно это один из наших учителей европейской уммы. Я помню, как именно с его подачи состоялся визит, королевский визит принца Вильяма с супругой в Крайстчерч, где они посетили мечеть, подвергшейся атаке. Эта инициатива началась именно с него. Еще раз повторюсь, мусульмане Шри-Ланки, а это 10% населения этой южноазиатской страны, должны быть ему признательны за то, что он, подключив руководство и Великобритании, лично подключив премьер-министра Пакистана Имран Хана, добился того, что значит, права мусульман в это сложное ковидное время были услышаны и начали соблюдаться, хотя были очень такие опасные, так сказать, тенденции в свое время в Шри-Ланке. И слова, которые сэр Игбал Сакрани сказал в адрес модераторов, это и наш уважаемый муфти Литвы Ромас Якубаускас, и это имам Хельсинки, значит, Рамиль Хазрат Беляев, и это президент исламского центра Дании Абдул Вахид Педерсон. Конечно, они большого стоят, потому что сам сэр Игбал очень человек незаурядных организаторских способностей. Я участвовал в 2 мероприятиях, которые он организовывал. Первое – это выездное заседание, это заседание Всемирного экономического мусульманского форума, на котором присутствовали лидеры 14 стран, начиная от султана Брунея и заканчивая президентом Боснии. И последнее мероприятие, это было до пандемии буквально, в конце 2019 года мы все собрались в Кембридже, где открылась великолепнейшая мечеть. Она инновационная мечеть, она с использованием различных технологий, в том числе биотехнологий, она, так сказать, такая вот пока еще единственная, наверное, не только в Европе, может быть, в мире. И великолепное было проведено открытие мечети в Кембридже с участием, кстати, значит, такого, разных известных людей, начиная от бывшей звезды рока Кейт Стивенсона, принявшего ислам, и сегодня он известен как исламский проповедник Юсуф Ислам, и, значит, завершая президентом Турции, лидером сегодняшнего исламского мира Реджепом Эрдоганом. Шейх Игбал Сакрани, сэр Игбал Сакрани, благодарности и вот высокие слова из ваших уст в адрес и организаторов, и модераторов конференции, конечно, они стоят большого. Со своей стороны я хотел бы прежде всего поблагодарить своих, значит, коллег, без которых, наверное, сегодняшняя конференция была бы невозможна. Это руководитель межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые», значит, Федор Олегович Туркин. Здесь с нами, мы, так сказать, гостеприимно находимся сегодня в его, значит, в его стенах. И наш брат Дмитрий Пахомов,
который активно, значит, с помощью различных христианских деноминаций, православных и различных протестантских деноминаций и старообрядцев, вот, помогает, содействует мусульманскому просвещению и возрождению и помогает мусульманам европейских мегаполисов добиваться строительства новых мечетей. Ну, я бы вот по поводу мечетей буквально небольшую ремарку сказал. В России сейчас действует около 11 тысяч мечетей. Это, в принципе, нормально для 25-миллионного населения мусульманского России. Проблема есть с мечетями в больших мегаполисах, прежде всего в столицах, в Санкт-Петербурге и Москве. Именно вот в этом проблема. А так, альхамдулилля, конечно, в России тысячи мечетей, и они строятся, открываются великолепнейшие мечети. Вот сейчас в Махачкале строится самая большая мечеть в Европе на 35 тысяч человек. Дорогие братья, дорогие сестры, все, кто принимал участие, выступающие, слушающие, вот мне здесь написали, что участвовали, значит, представители, значит, 28 стран, значит, в нашей сегодняшней конференции, в том числе всех 17 стран Северной Европы. Альхамдулилля. И завершим сегодняшнюю нашу конференцию по нашей традиции, это дуа. Дамир Хазрат, тогда вы на правах мухтасиба местного, пожалуйста, вам и слово. О Всевышний Аллах, поистине первым делом мы свидетельствуем, что ты ответил дуа посланнику своему Ибрагиму, алейхиссалям, и сделал лучших из нас нашими имамами, опекунами, руководителями. Абдуллах Хазрат, большое вам спасибо за то, что вы позволяете нам произнести, наверное, самую малочисленную молитву дуа. Ведь больше всего мы просим у Аллаха. Далее, по количеству наших просьб, требований, чтобы Аллах сохранил нас от чего-либо. Но вы дали нам возможность сегодня произнести самую редкую молитву: Аллах, прими. О Всевышний Аллах, мы просим у Тебя принятия наших стараний, чтобы результат этой конференции, всей сказанных слов отпечатался в сердцах слушателей. О Аллах, чтобы тела ихние, глаза ихние, сердца ихние, языки ихние ответили Твоему призыву. О Аллах, озари светом Корана наши сердца, наши глаза, наши языки. О Аллах, милостивый, милосердный, мы просим у Тебя продолжение этой идеи и укрепления на стезе Твоей. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. Все, по-моему, все, уважаемые. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва баракатуху. Ва алейкум салам. Всем салам. Пойду смотрим туда. Сфоткает вас. Видео. Все, коллеги, значит, Федора Олеговича за гостеприимство, за чай, за кофе, за прекрасное, так сказать, здесь в центре Петербурга. Комфортно провели 4 часа, с пользой большой. Я надеюсь, этому будет ему, значит, продолжение. Федор, Дмитрий, вам большое спасибо за то, что вот и ваших коллег привлекли, и все то, что делаете. И, значит, вот шейх Лугар предлагает продолжить это уже за азербайджанским Дастарханом. Так сказать, вот тогда выдвигаемся. Федор Олегович, кстати, часто дает площадочку. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за возможность услышать мудрости некоторые, обогатиться чуть-чуть. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я вот одного не понял. Разговор о татарах был, а как в постели Азербайджане. Этого я не понял. Потом потому что вы наш. Ну хорошо. Все? А мы вас. Алейкум салам. Вот. Ты же сказал, что Олег, вы же Олег Азербайджан. Только за азербайджанцев.